Ну, просто забыл. М? Хм, бац, да. Я? Так. М. Короче. Сейчас. Пока так оставлю. Короче, сменил название канала, да и ник, наверное, в общем. Сегодня будем играть, кстати,
Стигена. Продолжим. Наверное, проходить его до конца будем. Потом не на Накуне, наверное, добьем. Ну и сегодня, может быть, побегаю. Или, может, тренировка будет у нас. Продолжение тренировки. Так. Что там? Ага. Столько всего включено у меня. Так, сейчас, подожди. Сейчас выключу. Так, это мы, да, знаем. Короче, загружаемся. Так, что я тут делаю, я уже не помню. Помню лишь только, что я заходил в почту. Привет, Антон. Спасибо, спасибо. Да, действительно порядочный стрим. А мое уважение за то, что ты зашел. Так. Город застрял между странными этими измерениями. Как настроение? Хорошее. Настроение хорошее, да и сам нормально. Вчера хорошо так отдохнул. И я думаю, где-то на... Так не знаю... На более повышенном уровне стал готовить пиццу. Типа стал немного реально уверенно готовить. Вчера тоже готовил, но без стрима, без кукинг стрима. Да, вот этих ребят я еще не заовнил. Надо их сегодня заовнить. Блин, не помню, в чем сложность-то была вот с этими ребятами. Да думаю, ни в чем. Я тогда просто 10 часов стримил и просто устал, заебался. Ну, игра-то хорошая. Я там под конец даже устал вообще читать все это. А, стой, куда ты? Блин, я с ними надо было поговорить. Ну ладно. Они один хер нападают на меня, так что невелика потеря. Можно было заговорить с одним из этих сектантов, и они говорили бы всякую чушь по типу: о, это наш король там. А мы типа холопы, типа должны отдать свои конечности королю. Вот видите, они тем же самым занимались, конечности свои отдавали вот ноги, руки. Вот этому вот гулю, блин. Кормили этого гуля. О, зашибись у этого чувака отчаяние. Короче, короля сейчас заовнем, и тогда они охренеют. Игрушка некая такая отсылочка к героям. Да нет, на самом деле, ну, прям сильная, помнишь? Ладно, вот боевка сама, она прям, ну, как герой, да? Да, это как бы очевидно. Но во всем остальном, ну, чистой воды Fallout 1 и 2, и там, в хорошем смысле. Система прокачки как спешл. Атмосферность тоже прям на уровне Fallout, прям тут тоже так держит неплохо за яйца. Диалоги прям отличные. Тут вариативность, ну, большая. Но результат, наверное, один и тот же будет, скорее всего. Но вариативность, вот, прихода к этому результату, сам процесс, он совершенно разный. То есть, я вот смотрел некоторые стримы, там сейчас многие там до конца не дошли. И как бы это, они, ну, примерно там же, где и я, находятся. Сейчас, скорее всего, там же, где и я. А так я, на самом деле, ушел далеко от них, но сейчас, скорее всего, уже далеко. Там же, где и я, или чуть дальше. Ну, короче, суть в том, что у них вообще все по-разному. И все зависит от того, какого героя они вначале создадут. Например, я создал детектива, бывшего копа, гуманиста. И некоторые спутники у меня даже разные, и варианты диалога тоже совершенно иные. Ну и там, короче,
много чего может измениться. Смотрел, как играет за преступника, к примеру. У него там спутник какой-то появился, какой-то подсос. Типа говорит: эй, да ты же это тот самый какой-то там чел, я твой фанат, туда-сюда. Давай я тебе помогу. Ой, мой. Ну, короче, такое. Интересно это все. Блин, сам себе закоцал еще. Так. Мне нравятся тоже игры, где сюжетка может развернуться в своих действиях. Ну да. Такие игры очень даже хороши. Блин. Ладно, давай сосредоточимся. Так, будем стрелять. Раз. И два. Ты дурак. Какой же он, сука, дурак. Вот он у меня немного шизик, конечно. Мой главный герой стал шизиком из-за... Короче, там было одно такое событие. Короче, там заброшенные дома и тому прочее в этом городе. Это, типа, ну, частое явление. И вдруг вижу там в одном из окон свет зажегся. Я, конечно же, из любопытства зашел в этот дом, поднялся на этот этаж, посмотрел, что там. А там, сука, какой-то оккультист ритуал проводит. И он такой, типа: о, сука, ну пизда тебе. Зря ты меня тут застал, типа, вот зря ты ко мне зашел сейчас, типа. Я тут с демоном ритуал провожу. Ну и, короче, придется тебя убить. И он какой-то, заклинание начинает, а я такой говорю: стоять, типа, это, подумай хорошенько, стоит ли это делать, там, туда-сюда. Я вижу, ты весь в ранениях, и тому прочее, а он такой: ну да, и что с того, и стонет от боли. Ну, у него тут всякие эти царапины, нацарапаны на теле. Там типа всякие языческие там хуёвины. Ну и такой типа. Я ему говорю: хочешь, я тебе боль-то облегчу? А он такой: ну, мне бы не помешала сигаретка, говорит. Я ему сигарету даю, он такой закурит сигарету и говорит: о, типа, заебись, вот поэтому я скучал, типа, когда был обычным человеком, типа, говорит. Ладно, так уж и быть, говорит, я тебя убивать не стану, ты несколько минут еще поживешь, говорит. Я такой: чего, блядь, типа. И потом дальше его убеждаю, типа, оставить меня живых, и он такой говорит: ладно, типа, есть выход, говорит. Он еще посоветовался там со своим демоном. Ну и в итоге наложил на меня заклятие, этот урод. По итогу которого, если я произнесу имя этого чувака, этого оккультиста, то мой челик моментально умрет. Ну и плюс из-за этого заклинания, из-за этого проклятия, мой чувак стал параноиком, шизофреником. Он типа, ну сильно так охуел от того, что произошло. Ну и все, пиздец. Такая вот хрень. Печально, конечно, но... Такова судьба. Там были другие варианты, типа напасть на оккультиста и тому прочее. Я вот думал, я его спичем вывезу. Типа смогу его там, типа, этого... без насилия обойтись. А он взял и наложил на мне заклятие. Так, минус мудак. Минус второй мудак. А у некоторых, например, если у них происходило такое, то что на них налаживали заклинания или что типа того, то у них эффекты были немного иные, потому что у них по характеристикам, да? Да, Эдуард, держи сигарету.
У них по характеристикам, там, например, разум сильный или там воля жесткая. Воля, по-моему. Тогда они типа не такие вот серьезные последствия от проклятия получают. Становятся, ну, не такими уж и там шизанутыми или что-то типа того. Просто паранойю там, например, заработают. Обычная паранойя, типа. Будет чаще оглядываться за спину, оборачиваться. А мой вообще ёбнулся, вот шизофрения. Персонаж, страдающий шизофренией, отличает повышенную восприимчивость. +1 к психической стойкости и шанс впасть в оцепенение. Вот это вот минус огромный. Во время боя он, например, может вот прокнуть шизофрению, он тогда типа, будет охуевать и пропустит ход. Да, и еще то, что часто лечился, я зависимость получил. Химическую зависимость, не знаю, что. Как от этого. Вот. Зависимость от анальгетиков, видимо. Анальгетик. Не знаю, как вылечиться. Но я думаю, найду способ. Привет, Мякиш. Привет, русский друг. Что, когда имя меняешь, подписка слетает? Черт его знает. Не знаю. Не должно. У меня фолловеры остались. Подписчики тоже. Если же не зафоловился, то зафоловься, попробуй. Но вроде как не должно. Вроде как не должно. Ха, странно, странно. Ну, бывает, чё. Баг системы. Блин. Мы должны поговорить. Спасибо за фоллоу. Мякиш. Так. Так, ну-ка давай-ка с солдатом поговорим. Что-то мы с ним походу не разговаривали. Ты помнишь что-нибудь из окопной жизни? Взгляд безымянного солдата устремлен в неизвестное вам прошлое. Никогда не забуду тот день, когда меня направили сюда, на поля Фландрин, сэр. Дюшатина? Фу, не сказал бы. По сути, не, серьезная игра. Серьезная игра. Ну, смотри. По системе прокачки прямо как прям как Fallout 1 или 2, но немного упрощенный, то есть как Special, но чуть проще. Ну или такой же. Ну просто визуально он кажется проще. Так. По боевке, ну как герои 3. Ну да, как герои 3. Тут типа из вот чувак, можно налаживать заклинания, там прочее, остальные там типа стреляют, бьют вблизи и там прочее. Ну да, как герои, по сути, боевка. По всему остальному, там типа до диалоги и тому прочее. Но по сути, как тоже как Fallout, в хорошем смысле, как первый по Fallout, то есть прям диалоги офигеннейшие. Например, из-за того, что мой чел стал типа шизофреником, там иногда появляются в диалогах такие вот типа совершенно бредовые, сумасшедшие варианты ответов. Поначалу они кажутся типа, ну типа обычными, а потом, когда их на них наводишь мышку, там типа диалог стирается, вот так анимация, ну типа зачеркивание появляется, потом появляется другая надпись, типа. Я такой, ёб твою мать, что происходит? Ну, игра прикольная, очень даже интересная. Читать прям, вот знаешь, в удовольствие. Давно таких игр не было, где вот прям читать в удовольствие. Так. На поля Фландрин говорит, ага. Я получил повестку вскоре после того, как Уилсон объявил войну Германии, готов к прохождению строевой службы. Там было написано: категория А. Гордый пехотинец вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Старик мой был так горд, но вот мать, то, как она на меня смотрела, как дрожал ее голос. Ее улыбка хрупкая, как фарфоровая чашечка. Вам становится ясно, что дорога воспоминаний не приведет его ни к чему хорошему. Я видел, что за ней скрывались слезы, но... Он сжимает кулаки. Я ничего ей не сказал.
Так, голос его стремительно замедляется, превращаясь в дрожащее глухое бормотание. Ничего не сказал и ушел. Блин, может продолжить молча слушать его рассказ? Че его успокаивать? Начинает казаться, что звук его голоса раздирает вам сердце. Я отвернулся от этой улыбки, я думал, что еще вернусь. Между пальцами судорожно сжатых кулаков начинает сочиться темная кровь. Теперь его речь больше не похожа на медленный вой. Теперь его речь больше похожа на медленный вой. Для стримов, наверное, скучновато для зрителей. Да, наверное, но, блин, я давно хотел нечто подобное поиграть, понимаешь? Вот эту игру я, до конца пройду и потом начну что-нибудь другое стримить. Или буду так, типа, разбавлять. Скорее всего, разбавлять буду. Но подобную игру я давно хотел поиграть. Я на самом деле так чисто запустил ее в первый раз, думал, типа, хрень какая-то, это опять же. Но потом что-то втянулся прям сильно. Вот игру, которую я хотел запустить, подобную, она называется Shadowrun. Shadowrunner, что-то типа того, там Гонконг или там, как-то называлось так. Короче, тоже такая вот РПГшка прикольная. Мне вообще в играх хуй угодишь. Не люблю не DS, который так любит задротить, не Bloodborne. По сути, то же самое, Dark Souls, Bloodborne. И не Cuphead, хочу играть в удовольствие, а не с целью получения фарта. Таких игр мало, к сожалению. Но по сути, не знаю, какие игры тебе больше подойдут, но такие медитативные, то есть спокойные, прикольные, там, где вот можно почитать, поразмыслить, втянуться в игру по атмосферности и прочему, то, это вот подобные игры и есть. Типа Fallout или вот это вот, либо там, не знаю. Насчет Wasteland не знаю, как она, я хер его знает, может хороша, может быть и нет. Я в него так немного поиграл, но что-то меня не втянуло. Квестики какие-нибудь новые заходят. Салли, Фрэнбоу. Когда Little Miss Fortune, по-моему, попробовал поиграть. Вот, мне его тоже рекомендовали застримить, но пока еще руки не дошли. Вот, прокнула вот эту шизофрению. Видите? Так, короче, похоже на медленный вой его голос. А теперь мне не уйти с этой войны, от этих чертовых окопов, от смерти, крови и пепла. Грязь, кровь и пепел во Фландрии, в Аркме, повсюду. Рядовой, ты больше не один. То, что было в прошлом, осталось позади. Мы даже можем отыскать твою семью, красноречие. Бля. А когда он умер-то, интересно? Он, наверное, до апокалипсиса помер. Это, короче, солдат. Он мертвый солдат. Он, видите, у него кожа бледная. Но по каким-то причинам он ожил, короче. Видимо, какой-то оккультист поганый оживил там его и съебался. Рев его напоминает рев дикого зверя. Что я здесь делаю? Ого, нифига не, его лицо нормально стало. Рассудок помутился. На его поведение больше не осталось ничего от человека. То я еди. Зачем я только принялся его расспрашивать? Возможно, позвать его с собой было неудачной идеей. Вот теперь ты показал мне свое истинное лицо. Кто послал тебе убить меня, монстр? Кто из моих врагов? Блять, да не хочу его убивать, лол. Еще какое-то время существо трясется от кипящей в нем нечеловеческой энергии, но затем вновь берется под контроль. Казалось, проходит целая вечность, прежде чем существо наконец замолкает и перестает дрожать. Ты что, пришел в себя, что ли? Ты норм? Он забаганул. Можешь повторить название игры, по которой советовал? Отвлекли просто. Little Miss Fortune. Miss Fortune. Ну еще нормально? Нужно смотреть. Разбросанное по столам оборудование для связи
Работоспособна по причине отсутствия электроэнергии, персонала и прочих необходимых факторов. Наука. Че по науке? Вы добыли следующие предметы благодаря своему навыку наука. Шестеренки, металлические листы, банка керосина. Зашибись. А, это все. А, да, видел такую игру, вроде прикольная. Вот, сам тоже хочу его оценить. Рисовка, все остальное, ну прям выглядит очень симпатично эта игра. Стоило бы глянуть. Я считаю. Хранящиеся здесь письма и посылки осуждены на вечное заключение в этих стенах. Вы им никогда уже не найти своих адресатов. Эта игра, кстати, тоже самого своего рода постапокалипсис. Типа тут апокалипсис немного другого характера, типа письмо Джулиана, бывшего члена бостонских изгнанников, так никогда им не отправленное. Как сказать-то? Короче, тут апокалипсис по типу пробуждения его древнего зла, короче. Ктулху и прочие, короче, древние боги пробудились и разъебали землю. А вот этот город Архам, он куда-то вообще, ну, в другое измерение просто переместился. Короче, какая-то подобная хрень случилась. То есть, каким-то образом весь город, или континент этот, остров, короче, взял и переместился в другое измерение. А так, на самом деле, типа, на земле, походу, творится полнейший пиздец. Еще хуже, чем в этом городе, типа. Тут еще и жить люди могут каким-то образом. Что-то наподобие общества тут еще существует. Ну а так, там еще жопа. Мария, Светма, я пишу тебе из богом забытого городка под названием Архам. Не сомневаюсь, что ты переживаешь из-за моего внезапного отъезда, но прошу тебя, позволь мне все объяснить. Единственная причина, по которой я уехал, даже не попрощавшись, это потому что ты бы в жизни не поверила. Расскажи я тебе, что мы с парнями задумали. Но, Мария, Бог не свидетель. Бог мне свидетель. Мы теперь богаты. А наконец-то богаты. Ты даже не представляешь, где мы сейчас живем. В номере люкс шикарного отеля. Кто бы мог подумать, что однажды бостонские изгнанники будут спать в самых богатых отелях, есть лучшие блюда и пить лучшую выпивку. Еще неделю назад однозначно никто. Мария, мы нашли золото, настоящее золото, клянусь тебе, ни дня в жизни больше не придется работать, так что попрощайся с фартуком и шваброй. Мы с тобой теперь богаче Рокфеллеров. Все эти годы, пока я слонялся без дела, я ни на что не был годен. Ты верила в меня, и я всю жизнь буду тебе за это благодарен. Но теперь твой парень наконец-то нашел золотую жилу. В прямом смысле. Ангел мой, мне тебя так не хватает, но уже очень скоро мы будем снова вместе. Джулиан Перес, подпись. Так. Что там у нас? Джулиан, и отправлено письма. Так, мне удалось проникнуть в номер 303 и найти неотправленное письмо, адресованное Джулианом своей невесте. Из письма мне не удалось выяснить ничего ценного, за исключением того, что на Архамском почтамте должны храняться еще несколько писем Джулиана. Надеюсь, он писал в них не только о любви, тоске и отчаянии, ни о чем. И не о чем-то, что пригодилось бы мне в расследовании. Ты чай пьешь через бомбилью? Бомбилью? В смысле бомбилью? Ну, трубочка и... Это юпи клубничные, разбавленные вот с энергетиком. Кстати, юпи не прикольная тема. Так. Разобравшись с буйно помешанными, я бы сказал... Блин, почему у меня мышка сама двигается-то? Надо менять мышку. Я бы сказал, здание почтамта и обнаружил письмо Джулиана, а в них кое-какую ценную информацию. Джулиан с приятелем называли себя бостонскими изгнанниками. Кажется, незадолго до того, как прибыть в Архам, они тут неподалеку кого-то ограбили. Речь шла о золоте. Ясно. Продолжить дело Уилкинса. Уилкинс удовлетворен тем, как продвигается мое расследование, и согласился поделиться со мной свежей информацией.
Так, Горацио. Так, не мое дитя. Последняя надежда Киллана. Найти Киллана. Я подумал, мате пьешь. Юпи пил его последний раз в 98-м, 99-м. Сейчас тоже неплохо, кстати, Юпи. Показалось бы, можно было там говорить о том, как все было раньше отлично, а сейчас все хуево. Но нет, Юпи неизменно. Оно, может быть, даже стало лучше. Черт его знает. Что, сука, солдатом моим? Он какой-то пиздецкий странный стал. Так, давайте я загружусь все-таки. Что-то меня он напрягает, жесть как. Очень сильно напрягает меня мой солдат. Блин. Да он забаговал жестко, я не знаю, что с ним не так. Опять драться, что ли? Надеюсь, он... О, смотрите, он нормально ходит вроде. Да, говорит все. Давай что-нибудь ты помнишь из окопной жизни. Успокойся, солдат. Солдат, ты больше не в Фландрии. Вы хотите оружие. Казалось, проходит ее целая вечность. Не, нихуя. Короче, его в Фландрии не расспрашиваем никогда просто. Никогда. Да. Плохая идея, кстати, расспрашивать ветерана о войне. Как бы и в жизни, и в играх, мне кажется. Там исхода может быть два, мне кажется. Либо он сойдет с ума, либо он убьет тебя, вспомнив о войне. Ну, либо третий, он обидится. Сказав, типа, вот нахуй ты так делаешь. Так, вы видите, полуобглоданный, буйно помешанный склоняется перед хищной человекоподобной тварью с грязной короной на голове. Безумец истерически кричит раненой твари. Ой, зверь, даруй нам свою блаженную дикость. Он истово протягивает чудовищной твари дар свою оставшуюся конечность. Так. Давайте попробуем с ним поговорить. Красноречие тут, кстати, не прокнет. Они... Позвольте мне взять то, что мне нужно, и я оставлю вас наедине с вашим царем. Не прокатит, слушайте, а вот и новый шут его величества. Красноречие тоже не прокнет, потому что он безумный психопат. Он вообще не думает ни о чем. Короче, начать вести себя как сумасшедший клоун. Вот так-то лучше. Внезапно поломанный бросает на вас пустой, но зловещий взгляд. Но позволь сначала тебе открыть секрет. Шут все в жизни проходят куда веселее, если сбрызнуть его красненьким. Он поднимает свою полуплоданную руку. Один хуй нападает, короче. Как бы ты ни изъебывался, он все равно нападает. Возможно, если прокачать оккультизм, типа идти по дорожке оккультизма, то, может быть, что-то удастся сделать, мне кажется. Какой-то иной диалог. Типа, захерачить. Какая ж ты косая. А вдруг другой еще скидается. Ну, с учетом того, что у них, типа, по одной руке, по одной ноге, или типа того, они еще неплохо справляются.
Сейчас тупо их расстреляем. Надеюсь, урона хватит. Ну, типа за один ход их и вынести, надеюсь, урон хватит. Раз. Два. Хватит, нормально. Сейчас вынесу этого додика. Умри. Даже слишком много. Получился урон. Нифига, сейчас даже вещи получше выпали. Кукла какая-то безумная, видели? Так. Черт, ну и баги. Так. Что там у меня выпало? Что за кукла? Что за кукла? Фетиш из хлама. Сделанный из хлама фетиш с шеей помешанного. Усиливает заклинание. Кое-как скрепленный проволокой фетиш из хлама. Так, стойте. Никак не одевается. Все хорошо. Так. Лутаемся. Кстати, что там? Фонарики я уберу, наверное. Че керосины трачу-то? Так, тут уже шманал. Тут науку прокаем. Тоже сигареты. Так. И это тоже, да? Угу. Хорошо. Куда-то. Нифига мне камера самостоятельная. Взяла и убежала. Вы гляньте, какой пиздец творится. Глюки всякие. Вот, чувака вот, медведа вижу какого-то. Так. Что-то я хотел сделать. Патроны может создать. Или... Чего? Так, еще раз журнал посмотрим. Так, неотправленное письмо. Киллана найти. Так. Вот эту ветку задания я уже выполнил. Не мой дитя. Ага, короче, вспомнил. С Горацио я уже говорил. Индейцы пока не встречал. Мне маятник был нужен, чтобы загипнотизировать ребенка. Там есть, короче, одна девочка. Немое дитя ее называют. Она, короче, видела убийство. И видела, ну, просто дичайшее зверское убийство. И после этого она, типа, ну, стала немой. Перестала разговаривать вовсе. Короче, надо ее доставить, ну, как бы не доставить, ну, разговорить ее, короче. Маятником просто покрутить перед ее лицом. И думаю, норм.
Расскажут все как надо. Вот только я маятник найти не могу. Пока что. Вот. Может быть маятником, может быть все что угодно, типа, но... как сказать-то? Может быть это, может быть обычные часы, ожерелье, что-нибудь типа того. Вот этого я не знаю. Мотоциклетный шлем. Мне в верстаку еще нужно подойти. Я хотел создать одну офигенную штуку. У меня чел еще немного инженера. Человек науки. Серебряные карманные часы. У меня есть такие. У меня есть золотые карманные часы. Может быть проканает. Так что... Не знаю, я их недавно получал, по-моему. При общении с немой девочкой мне их тогда не было. Если не проканают золотые часы, тогда мне вернется... Ну, надо будет за золотым ожерельем, наверное, вернуться. Я просто конкретно такой хрень, как маятник, не видел тут еще. Вообще не видел. Так, оружие тут какие есть. Модель 10 Хуинта и Винстона. Пистолет Хуита и Винстона. Название такое себе. Не стал бы я брать такое. Как бы дело касается жизни моей. Тибой Пипаса 22. Томас. Блин, но... Пулемет Томпсона я бы купил, наверное. Но чуть позже, скорее всего. Ну, типа... Патронов у меня таких, в принципе, много, но... Прям не настолько, чтобы их там прям автоматом растрачивать. Но может быть потом. Я как бы понимаю, что это, скорее всего, будет... очень даже, ну, как бы... Такой... Весомой убойной силой. Пулемет Томпсон. Ну, это тупо пулемет. Вот. Так что... Думаю, это как-нибудь потом. Блин, как же у меня много сигарет. Просто тупо 800 сигарет в кармане. Не, хотя у меня чувак еще носит с собой типа сумку. Но визуально это никак не показывается. К сожалению. Ну или к несчастью, я не знаю. Сделали бы так, чтобы можно было бы там типа визуально показывать там рюкзак или нет, там в настройках игры. Я думаю, пошло бы нормально. На тюрьме был бы миллионером. Да. Вообще просто. Все петухи были бы моими, да? Блять, кошмар. Жесть. Так. Осуждаю. Да. Так, изолятор. Изолятор делаем. Не знаю, что это такое, но думаю, пойдет. What the fuck is this? Так. What the fuck is this? Ага. Устройство, стимулирующее концентрацию и умственную способность. Фух. Ладно, пойдет. Вы гляньте, я какой... Не знаю, что меняется. Но вроде как должно статы повышать. Ладно, пускай будет. Мир-то пиздецовый. А чё он маску одел, я не понимаю.
Эдуарда, ты чего, блядь? Эдуарда что-то, походу, меня ограбить собирается. Он планирует меня ограбить, походу. Уже готовится просто. Заранее шапку одел. Как бы за ним каких-то таких вот стрёмных вещей я не наблюдал, но тем не менее. Странные действия он делает. Блин, маску одел еще. На какой-то хер. Санаба Бич. Санаба Бич. Так. Я хочу излечиться от зависимости. У меня, по-моему, была какая-то хрень. Опасный состав, наделяющий того, кто его принимает, необузданной физической силой, значительно повышает боевые параметры. Нет, 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 нет. Чувствую, что это хрень. Вот быстродействующее средство для борьбы с острыми формами зависимости. Возьму. Чем бы тебе... Давай-ка я тебе черепа продам. Плюс... Копии может продать ему. Или одну алкашку дать. Амфетамен. Очень мощный синтетический стимулятор, который необходимо вдыхать. Но я думаю, это... Не знаю. Короче, одну такую продам. Алкашка пускай будет. Может понадобится. Часто в играх Лавкрафта бывает, типа, какой-нибудь алкаш, который, типа, имеет очень даже такую ценную информацию. Например, Dark Corners of the Earth был такой. В новом Call of Cthulhu, по-моему, такой же был. Короче, всегда есть такой вот алкаш, который поделится с тобой какой-нибудь информацией, которая, типа, реально ценная. Ну, я знаю, почему это, типа, делается. Почему такого алкаша обязательно добавляют. Потому что в оригинальной повести там такой же алкаш был. И даже в фильме тоже такой же алкаш есть. Типа, который рассказывает главному герою о том, что... Чувак, съебывайся. Они тебя выдадут... Там типа, как будет правильно, типа замуж или в жены, выдадут в жены или в замуж. Короче, там осьминогую и все. Это пиздец. Он начинает охуевать, там пытается убежать. И там весь город за ним гонится. И, блин, офигенно, короче. А потом еще обнаруживают то, что алкаш-то мертвый. Ёпаш мать, думаешь. Бедный алкаш. Так, давайте-ка я поболтаю вот с этим вот мудаком. Он... Я же этот самый... Сон же выходил. Правильно? Короче, квест тут один был. Этот чел ко мне такой, типа, обращается, говорит: извините, что я до этого с вами не общался. Он также вот стоял и молчал. Но у меня к вам просьба, типа, появилась. Типа, моя хозяйка, баронесса, хочет с вами чаю выпить, типа. Я такая: ладно, хуй с тобой, давай выпьем чаю. И он такой прямо вот здесь вот. Такой, типа, стол ставит там, скатерть стелет, и там, типа, и чайник там с чашками чайными. Я такой: ну ни хрена себе. А где баронесса, типа? А он такой: ну, чуть позже подойдет. Вы пока пейте чай, говорит. Ладно, говорю. Но я, типа, чай пить не буду без твоей хозяйки, так что рассказывай, что за хуйня, типа. Я такой: ну ладно, блин, короче.
Я в твою чашечку говна намешал. И когда спать ляжешь, ты жесткие галюны увидишь и можешь умереть во сне. Но, типа, при всем этом, типа, ты можешь спасти мою хозяйку-баронессу, которая также застряла во сне после того, как выпила подобного чая. А я такой, ну ни хрена себе весело. Ну ладно. Давай мне чай, я выпью. Я такой, ну заебись. Ну и все. Так. Привет, пустоглазик. Ты, говорят, видел фантастические вещи. Так, вы достаете маятник и медленно покачиваете перед лицом девочки. Да, все-таки часы подействовали, как маятник. Прокнули часы. Принимайтесь говорить с ней мягким, но повелительным тоном. Сейчас мы с тобой вернемся в определенный момент в твоем прошлом. Или, Донна, расслабься, ты чувствуешь себя очень спокойно. Время замедляется. Представь, что все вокруг тебя начинает двигаться все медленнее и медленнее. Слушая вас, девочка принимается следить глазами за движением маятника. Хотя на лице ее по-прежнему считается беспокойство, вы видите, что прием начинает работать. Создатели вдохновлялись первыми фоллаутами и творениями компании Black Isle. Да, чувствуется, да? Да, Мякиш, ты почувствовал это. Так, а теперь, Дона, ты расскажешь мне, что ты видела. Все вокруг замедляется, твои веки налаживаются тяжесть и становится все тяжелее и тяжелее. Взгляд девочки неотступно следует за траекторией маятника, но она моргает раз, другой. В лице по-прежнему читается некоторая тревога, но вы двигаетесь в правильном направлении. Теперь закрой глаза, ты в безопасности, ты полностью расслаблена. Наконец девочка закрывает глаза, следы тревоги на ее лице полностью разгладились. Зашибись, да я прям психолог. Если бы я начала спрашивать сразу про убийство, она бы такая, иди нахуй. И просто обернулась бы. Ну типа она ж немая. Дона, мы с тобой медленно возвращаемся на несколько дней назад, в тот день, когда ты пошла в город. Пошла совсем одна. Закрытые глаза девочки отрывисто двигаются туда-сюда, она всецело под вашим контролем. Что происходит, Донна? Что-то плохое? Ты напугана? Выражение лица Донны медленно меняется, кровь отливает от ее щек, она судорожно сглатывает. Что ты видишь, Донна? Что происходит? Или погоди. Погоди. Что ты видишь, Донна? Что происходит? Девочки становятся все страшнее и страшнее, еще щуплое тельце дрожит от возбуждения, губы беззвучно шевелятся. У тебя получится, говори со мной, Донна. Лишь одно слово слетает с ее губ. Голос девочки от долгого молчания звучит как хриплый шепот, но смысл его вполне различим. Тени. Тени? А моей тенью это считается, оно из моих. Оно и за мной ходит повсюду. Блин, шизоидные варианты ответа, это вообще плохо. Не стоит их выбирать. Не, иногда бывают хорошие, но иногда нет. Что ты хочешь этим сказать, Донна? Голос ее нарастает тревога. Человек, он кричит, тени преследуют его, они хотят его съесть. Расскажи мне об этих тенях, Донна. Я не могу, они несут с собой тьму. Она прищуривается, словно пытаясь яснее увидеть прошлое. А может, их у них нет? Где ты находишься, где все это происходит? Она отвечает мысленно, заново, созерцая убийство. Я прибежал сюда со стороны Френч-Хилл. Я просто хотел поиграть в развалинах. Теперь я сотрясаю от рыданий. Я не хочу здесь быть. Так, не волнуйся, дитя мое. Тебе уже ничего не угрожает. Что ты видишь? Девочка бьет ужасом. Тени, они колют его снова и снова и снова. Он падает на колени, он кричит, как та индюшка, которую мама зарезала. Он закрывает уши ладошками. Теперь он умолк. Тени колют его, и он глупо дрыгается, как тряпичная кукла. Кругом все красное. Она поворачивает голову, следуя взглядом за невидимым кошмаром. Тени оставляют человека-индюшку. Они поднимаются в воздух. Ебать.
Они убили Кенни, да. Куда уходят тени? Дона, послушай, это важно. В какую сторону направляются тени? Они возвращаются в некий дом. Девочка испуганно кричит. Дом с привидениями. Это дом с привидениями. На холме за водонапорной башней. Я вижу этот дом. У него окна, как глаза чудовищ. Вы делаете пометки, фиксируя перечисленные девочкой ориентиры. По рассказу ребенка вам удается вычислить место на карте. Возможно, это то, что вам нужно. Вы поднимаете глаза от своих записей, и тут Донна издает пронзительный вопль. Ай! Она трясется всем телом. Одна из теней летит ко мне. Она меня заметила. Ой, мамочки, ее глаза. Нет, мамочка, у нее вместо глаз звезды, злые звезды. Ничего не предпринимать. Громко хлопнуть в ладоши. Просыпайся, Донна. Донна внезапно пробуждается от транса. Ужасное воспоминание осталось в прошлом. Девочка тяжело дышит. Но ее глаза, как прежде, смотрят куда-то вдаль. Она вернулась в свое прежнее наполовину оцепеневшее состояние. Бедная девочка. Как вам... К вам с яростным криком подбегает мальчишка. Что вы с ней сделали, человек? Что вы сделали с Донной? Да заткнись ты. И уйти. Не я это сделал, мальчик. Не я это с ней сделал, мальчик. А мне очень жаль. Нет, вы покачали у нее перед лицом вашей волшебной штучкой и наложили на нее заклятие. Вы злой колдун. Уходя, напевая. Падает, Архемский мост, Архемский мост, Архемский мост. Уходя, вы все еще слышите, как мальчишка кричит вам вслед. Хранители это вам припомнят, мистер. Они не любят, когда обижают детей тоннеля. Молчащие хранители все видели и запомнили вас. Пизда. Какие-то хранители сейчас за мной еще будут гоняться походу. Бля, дети тоннели. Какие нахуй дети тоннели? Что за пиздец? На меня это напрягло сейчас, знаете ли. Сука. Зря я над детьми сейчас издевался. Ну я, кстати, из транса же вывел девочку. Если бы оставил ее в трансе, она там охуела бы, наверное, с ума сошла бы вообще в крае. Ёптить. Давай-ка зайдем к изобретателю, он там, наверное, может, что-то уже создал. Сделал. Хер его знает. Мягко согонях кинуть. Обоснов корреспондент. Надо, ну, плохо не. Так. Механическая лупа, ящик зеркала. А, да, погладитель. Так, может быть... Давайте я погладитель отдачи создам. Один. Похеру. И отдам его солдату. Или... Ладно. Я не разговариваю с тем, у кого не видно лица. Ах ты нихуя, подожди-ка. Тогда получается... Ну, может быть, тогда дети не видели моего лица? Ну, типа, логично же. Нифига прикольно. Лол. А чё, похоже на то? Так, Виктор поглощен тем, что копается в своих радиоустройствах. Он мельком бросает на вас взгляд. Вы вернулись. Продвигается ли ваша работа? Я уже близок. Состояние Виктора с каждым днем становится не делает хуже. Я в этом почти уверен. Давай поторгуемся. Электрогенератор, изолятор. Не знаю, даже у него... Топ. У меня все это есть. И как-то... Не знаю даже покупать стоит, не стоит. Да, наверное, нахер. Ладненько. Короче, пойдемте, знаете, куда? Сейчас...
по ветке сюжета преследование убийства плюс просьба волшебника, ну, к этого, как его, фокусника, короче, иллюзиониста будем выполнять. Так. Где там у меня мой фонарик? Погнали. Собаки. Вот там Собакин стоит. Наверняка плохой Собакин. Потому что у него башки нету. Ба! Это шизофрения, вы прикиньте, это из-за того, что у моего главного героя шизофрения. Безголовую собаку вижу. Ёб твою мать. Собака не настоящая. Так, вы обнаружили, что из-за стены тянет сквозняком. Возможно, в ней есть трещина. Вы можете попробовать разбить стену с помощью подходящего орудия. Гвоздодер. Зашибись. И чё? Кстати, вот эта вот штука у многих не проходила, потому что у них там наблюдательности не было. Тоник для нервов. Манускрипт язык мертвых. Шприц лауданиум. Любознательный смельчак, на беду сунувшись сюда в свой нос, слишком поздно узнал, что покой, который обрел в этом изъеденном червями древнем саркофаге, его зловещий обитатель оказался вовсе не вечным. Так, стоп. Собака, заткнись. Рассудок плюс 10. Круто. Но сейчас использовать не буду. Где мой... Да, дисульфар. Вынуждает пациента отказаться от приема наркотиков или алкоголя, помогая справиться с зависимостью. Использовать. На себе. Предлагаю пойти отдохнуть у костра. Потом всегда вернемся. Тут костер рядом, если что. Короче, в чем идея? В чем идея? Идея в том, чтобы прокачать, точнее, выучить одно заклинание. Общение, вот язык мертвых. Это же наверняка поможет мне общаться с мертвыми. А мне нужно поговорить с мертвыми. Причем, мне кажется, многие мертвые. Типа, со многими мертвыми, мне кажется, нужно поговорить. Много-много мертвых. Порох. Изучим порох плюс... Почитаем и разведаем местность. А ты... Давай-ка изучи оккультные... Да, язык мертвых изучай. И почитай. Акагомо. И окрестности осмотри. А ты, как всегда, покачайся и постой на страже. И отдыхайте, ребят. Блять, отдых прервали, да, ну нахуй. И кто? Кто эта сволочь, которая напала на нас? Гули. Ёп, ваш мать. Как же рассудок у нас просто... Так, на штык придется брать его. Оккультизм, сдвиг. Потом... Тебе хватит на плевок? Не хватит. Ну и на него, наверное.
жестко смерть. Ну и дерьмо. А, неплохо. Да чё ж ты не умираешь-то? Ну ты балдел. Сильное кровотечение. Это плохо. Тоже сразу кровотечение. Так, надо его кончать быстро. Надеюсь, ты сдохнешь. Ну, конечно, ты не сдохнешь. Блин, ну вот теперь и отдыхай, да? После такого на улицу. Так. Надо бы солдату моему... Да ладно, у меня патронов нет вообще. Ну это жесть. Это пипец. Это вообще плохо. Надо винтовочные патроны покупать. Блин, я аж не знал, что они у меня кончатся. Как-то особо сильно не наблюдал за инвентарем в плане патронов этих. Ёпта. Не, нормально. Нравится. Все, просто обязан умереть после такого. Умри. Ну ложись уже, давай. Да ты чё? Слава богу. Бомба с шрапнелью. Экогом, ибо человек предпочитает хотеть ничто, чем ничего не хотеть. Сложно.
Надо изгоем пообщаться. Чтоб он у меня вообще не... Как бы это... Чтоб он у меня не ёбнулся. Так, талисман дуалианта. Пускай звучит. Почитай. Приложение добавления. Посмотри окрестности. Постой на страже. Отлично. Так. Язык мертвых. При наличии подходящего трупа заклинателя может заставить его говорить. В бою наносит урон рассудку противнику, видевших оживление трупа. Блин. Вместилище. Ладно. Походу мы, когда заговорим с трупом, рискуем похерить наш рассудок. Так что надо с этим поаккуратнее. Ну, давайте поболтаем с тем трупом, что ли. В складе маршей там тоже было дохера трупов. Так. Где лампа моя? Бля, я не понял, где она. Инвентарь тут какой-то вообще дичайший. Как же эта собака достала. Так, осмотр. Эти же славы. Короче, усилили язык мертвых. Вот оно как. Подожди-ка, а я могу? Ах ты, да ладно. Слушай, это круто. Сердце пожирателя плоти. Нет. Глаз? Нет. Вместилище льва? Нет. Пулевок? Да. Жалко, с трупом ничего нельзя сделать. Он умер окончательно. Настолько окончательно, насколько это возможно. Судя по всему, эта лестница ведет на первый этаж в крепости Воскалицева. Можно будет зарейдить Воскалицева, кстати. Но, типа, теперь... Я не знаю. Если я пойду, скажу Горацио о том, что вот, я нашел проход. Он наверняка сюда рванет и пойдет и сдохнет просто в одного. Я думаю, его гангстеры просто заовнят жестко. Возьмут и просто заовнят его. Так делать нехуй. Так что у нас типа вариантов, ну, несколько развития данного сюжета. Типа можно пойти в одного, ну, как бы нам самостоятельно зарейдить, либо сказать...
Ну, типа зарейдить и убить Воскалицу, и потом подойти и сказать Горацию о том, что типа, ну, все, заебись. Сколько ключей должно быть у тебя много запертых дверей, если что придет за ними? Да. Мне нужный ключ продам. Язык манускрипт мертвых продам. Манускрипт мне уже не нужен. Кайф. Hani kita beranda. Betul. Jadi aja orang. Itu berapa? Anto Mamut. Küçük cıbırır. Блин, чего взять-то? Блин, я бы саблю купил, если бы ближний бой был прокачанный. Тарасинского. Ох ты, сука. Надо брать. Я уеду. Комарова. Они второго. Я уеду. Второго. Я там. Hoca uğunardılar. Evet, uğunarım bırak kodanır. Что это надпись значит? Нонкуам.
Jadi gua rembang ngerana. Так. Nunquam delinquere tuus persuasion. Никогда не оскорбляют ваши убеждения. Вот так вот. А? Что угодно. Ты посмотри. Огонек терите буду купить. Это ракочек. Вот это. Ничего сыра я огонек буду. Рековский багар да такой. Нет. Щедрый дар помешанного клерка. Ну, Библию подложу, наверное. На записную книжку. О. Так. Нифига не плут. Мистер Плут, мистер Плут. А?
Косметикус, регалтикус. Дебатикус. Так. Электрогенератор хрень полная. Что-то не видел вообще разницы. Так, что за книга, кстати? Что-то я прям... Происхождение вида. Дневник помощника мэра. Так. Она, походу, вообще иначе выглядит. А, вот она. Ключи пути значения. Подробнейшее описание коллекции ключей Исидора. Обширный каталог собранных Исидором ключей с чертежами, комментариями об их форме и числами, которые они соответствуют каббалистической нумерологии. Запись номер 42. Ключ депозитарного сейфа в банке Архам. Редкий, наделен огромной силой, изготовлен совсем недавно. Простой современный ключ. У меня есть. Головка выглядит так же, как и у прочих ключей банка Архама. Двойной воротник, очень короткие лезвия, хорошо скругленное. Ага. Хранит тайну числа 0. Эманация Эйнсефа. Напрямую воздействует на первые 5 сефир и мира разума эмоций. Возможно, это ключ печати. Так, подожди. Что это? Единственная страница? Тут же дохера чего написано. Вот, 42, 41, 40, 39, 38, 43, 45. 44, кстати, нет. А, вот на 44. Странно. Так, ладненько. Может, тогда мне имеет смысл... Подожди-ка, может, я с ним поговорю? Так, современный ключ есть. Ладно, пойдемте. Короче... Заглянем в банк. По сути, мне надо было бы, типа, брать рейдом, наверное, гангстеров этих. Чтобы я тупо стал героем этого городка. Или пойти в иллюзионистство, плюс еще выйти из города и попутешествовать там. Не знаю. Банк Архама. Ничего нового. На улицах тут бывают вещи обновляются, но тут внутри, походу, нет. Типа никогда.
Это хер до сих пор там стоит. Дрянь, говно и саки. Да. Так, может это, кстати, этот сейф откроется. Заперто. Фотовство. Кайф. Склад, кстати, надо бы тоже зачистить хорошенько. Жулик, не воруй. Привет, Мэднейр. А надо воровать. Хули. Это же постапокалипсис. А постапокалипсис всем известно, что можно все. Можно все. Ёптить. Скрыл сейф какого-то этого. Священника. Да. Чё, как там? Далеко продвинулся по Кодвейну. Мой отряд бесславных ублюдков продвигается дальше и дальше. Ну, посмотри, где худая. Берет ты, фотография. Атаға тоқ. Нықтық қалдыңа әдер. Так, сейчас я мясо разделаю и подойду. У меня интернет встал и вышел, приходится с телефона сидеть. Ёпть. Бывает. Бывает. Так. Ну тут ни хрена нет. Ладно. Сейчас я выйду с этого банка и пойду мясо разделывать. Да. Так. Исчезни живо, говорят нам. А мы не станем слушать их, мы просто встанем. А, кстати, труп исчез. Нифига себе. Нифига себе. Так, вот так вот поставлю. Чисто чтоб, ну, как бы посмотрели, что за чел у меня такой. Сейчас подойду. Ну да, самое главное, чуть не забыл.
По-любому. Так. Ладно. Возвращаемся к нашим оккультистам. Так, что я хотел? Побеспокоить я хотел. А как его? Иллюзионист, по-моему, да. В втором этаже. Да. Как бы... Я понимаю, да, наверное, людям не так уж и интересно смотреть такое, но мне насрать. Так. Плутовство тут можно было бы провернуть, но... Не выходит плутовство. Нашел? Наконец-то рассказывайте. Рассказываю, запоминает ваше описание. В таком случае я отправлюсь в логово дракона. Я в долгу перед вами, сэр. Я теперь дайте мне помнить дорогу, которую я шел по тени. Так, кажется, туда идти одному плохая идея. Он больше вас не слушает. Мысль о том, что уже скоро он лицом к лицу столкнется с своим взглядом врагом. Так, жди меня, Голиаф. Давид идет, чтобы сразить тебя. Он порывается уйти. У вас хотя бы... Эй, постойте. Вот урод ушел. This son of a bitch is gone. А мы остались. Плутовство 2. Дальний бой 2. Кстати, тут винтовку бы... Блин, винтовку может продать, а? У меня пистолет есть, как бы, неплохое. По-любому плутовство надо на одну качнуть хотя бы. Потом, наверное, красноречие надо будет поднять. Так, ладно, пошли в логово, короче. Или нет, подождите. Так. На Френч Хилл надо, короче, кому-то отдать, отдать этот, часы, короче. И вот хз кому отдавать. Да, короче, давайте в склад сначала зайдем. Там один уголок остался неразведанным, плюс у нас навык плутовства сейчас прокачан. Возможно, что-то сможем мы сделать. Некоторыми ящиками. Некоторыми только. Новых монстров тут, надеюсь, не появилось. Не должно быть такого. Ну, плутовство, найс. Балдеж.
Так, там, значит, все исследовано. О, тут еще можно будет, кстати, с мертвыми поговорить, может быть. Или нет? Нет. Нет, тоже нет. Жалко. Так, я... ну да. Так, сейчас, подождите-ка, быстренько кое-что сделаем. Веб-камеру настроим. Вот он мне чересчур светлая. Хотя бы так. Пиздец. Заперто. Там, видимо, сила нужна. Двери никакой. Нету, нету. Идем дальше. Угу. О! Ну-ка, там что-то есть. Так. Как много сигарет. Ёлы. 944. Ничего себе. Там сколько это? Там до хера пачек было сигарет. Так, зачем ты закрываешь лицо лохмотьями? Ты прокаженный. Даже страдающие обычной болезнью догадываются, что с ними что-то не так. И хотя долгие годы научили меня принимать тот факт, что я чудовище, природа моего необычайного недуга мне по-прежнему неведома. Я не всегда знал, что ты так выглядишь. Долгие годы я этого не знал. В моем замке попросту не было зеркал. Он говорит по большей части сам собой. Теперь я со всей ясностью вижу, что невежество было для меня величайшим даром. Вы чувствуете, как в нем разгорается гнев? И я разрушил его, разбил своими собственными руками. Всю свою жизнь я старался приблизиться к людям, единоплеменникам, ладно, с которыми я был разлучен. Существо горько смеется. Каким же непроходимым глупцом я был. Я оставил свой замок, единственный дом, который у меня был, которого мог у меня быть, чтобы искать общество племени, частью которого я никогда не мог и не могу стать. Теперь его гнев обращен на вас. От звуков его глубокого хриплого голоса вас почти звенит в ушах. Чего ради ты задаешь такие вопросы? Хочешь посмеяться надо мной, незнакомец? Давай, кричи на меня, если тебе от этого легче. Также на повышенных тонах.
Проходит несколько минут, и тон изгоя вновь делает спокойным. Боюсь, я позволил тебе на время забыть о манерах. Он стыдливо отводит голову взгляд. Кажется, у нас есть еще незавершенные дела. Знаешь, что бы то ни было, я не стану осуждать тебя. Я почти неслышимое слово слетает с его потрескавшего губ. Благодарен. Насчет твоего недуга. Что ты хочешь узнать о нем, незнакомец? Интересует твое прошлое. Что ты помнишь? Хотя в последнее время изгой стал с большей готовностью говорить с вами, вы понимаете, что этот вопрос вновь отдалил его от вас. Несчастен тот, кому воспоминания в детстве несут лишь страх и печаль. Мне неведомо, в какой стране я появился на свет. Знаю лишь, что мой замок неизмеримо старый, неизмеримо ужасен. Должно быть, кто-то ухаживал за мной, однако я не помню никого, кроме себя. Думаю, что существо, вынянчившее меня, было ужасно старым, ибо мое первое воспоминание о живом существе хранит кого-то, подобного мне обликом, согбенного, сморщенного и разрушающегося, как сами стены замка, ну и только. Это существо было твоей матерью? Я не помню ничего схожего с материнской лаской. Подозреваю, что ею двигало скорее чувство долга, чем привязанность. Временами мне представляется, что, выполнив свой долг, она покинула замок, чтобы обрести вечный покой. Была ли она служанкой? Испытывала ли она ко мне хотя бы тень любви? Ответы на эти вопросы незнакомец. Уже давно наканули ненасытные волны времени. Остались лишь жалкие крохи давнего прошлого до фантазии моего пошатнувшегося рассудка. Но ты никогда не был полностью одинок. У всех живых существ нет. Добро или худо, но ты выжил. Я сделаю тебя сильнее. Это сделало тебя сильнее, окей. Прости, должно быть, тебе было тяжело. Давай вот так скажем. По глазам существа понятно, что оно вам благодарно. Странно. Что странно? Странно, что кто-то сопереживает мне. Не думал, что это возможно. И все из нас мерзавцы, лишь подавляющее большинство. Приятно это знать. Классно. Идем. Так, теперь я хочу поговорить. Не знаю, с солдатом надо бы поговорить нормально. Ладно, это оставим на потом. Пойдемте лучше как-то это. Сейчас разберемся с этими. С трупоедами местными. Коих тут полно, кстати. Ладненько. Вот она. Это мразотное дерьмо. Его друзья. Так. Закуривает, такой сидит еще. Солдат там такой. Прикольный арт. Из-за стеллажей внезапно выпрыгивает несколько пожидавших вас шпикмановских гулей. Это засада. Ну давайте двигайтесь, сукины дети. Я вас всех урою. Так, давай-ка вот так вот встанем. И сосредоточимся. Блин, я забыл купить. Винтовочные патроны, мать твою. Ладно, давай ты встанешь сюда. Будешь принимать гостей. И сосредоточься. А ты стой здесь и... Ну, попробуй стрельни. Неплохо. Хорош. Так, а ты... Давай тоже стреляй. Красавцы. Попадают то четко. Да, сосредоточься.
Надо было подвинуться немного влево, точнее, чуть ниже. Угу. Всё. Ублюдок двинулся. Так, получай свинца. Так. Давай-ка пониже пойдем. Я думаю. А ты вот так вот сделаем. Шесть. Неплохо. И сосредоточься. А ты вот встань. Ну там стой. Еще у него будем стрелять. Да ты чё, как ты мог промазать? Ты чё? Да ты хорош! По сути, самый лучший стрелок. Да. Дальше будет солдат мой стоять здесь. И блочить. Ой, да ну нахуй я... Шизофрения еще. Ёп, туда. Пиздец. Нам хана, товарищ. Это пиздец. Это... И хувер до хера. Надеюсь, урон нанесет неплохой всем им. Нормально. Ну, блин, благодаря этому заклинанию тупо можно выжить, кстати. Так. Черт, Эдуарда вообще попал. Капец, как попал. У него ебать какие стрёмные проблемы сейчас. Блять, каннибализм. Серьезно. Ой, блять, Эдуарда. У него много жизни, он выстоит. Ну, он разве что может, типа, у него крыша поехать от всего этого, но... Надеюсь, не поедет. Могу лишь на это надеяться. Защита. Так. Надо переходить на тяжелую артиллерию. Пушки посерьезнее доставать. Кстати, бомбу с шрапнели надо бы сделать. Вот если будут в дальнейшем такие же замесы, то нам бомбы мне бы вот реально не помешали. Сколько? Патронов-то нет, оказывается, на этом пистолете. Патрон. На этом оружии. Эдуарда, держись. Придется немного пожертвовать Эдуардом. И он больше всех урон получает. Ну ёпта твою мать. Сильное кровотечение. Ёбаный рот. Так. Давай ты отойдешь немного назад. На 2 назад. И начнешь стрелять. Вот. Я не знаю. По этой мрази. Ну, так, типа, более-менее там
Ситуация не полное говно, но все же на полное говно. Сильное кровотечение, кстати. Неплохо. Так. Отлично, неплохой выстрел. Я бы сказал, даже супер хороший. Так, сосредоточься. Блин. Вот это они его плохо окружают. Короче, блин, после этого надо будет пойти в этот в бар и там отдохнуть нахер. Слишком жестко. И начинает действовать. Минус, отлично. Защитный давай. Ай, красавчик. Что ложишь? Так. Давай ты этого убей, будь добр. Давай, ласт выстрел. Найс, отлично. Хорошо. Вот этого мудака сейчас мы тупо заспамим выстрелами. А вот этих вот сейчас кислотой еще обольем. И отлично все будет. Этого тоже потом заспамим. Мне главное сейчас изгоя как-то уберечь. Угу. Блин, изгой супер полезный стал благодаря плевку этому. Ауешному. Да ну, чё? Прощай. Так, Эдуарда. Блин, просто убей его, пожалуйста, убей. Красава. Перезарядись. Блин, солдаты вообще жесткие. Вы гляньте, он просто на похуй уворачивается. Очки рассудка тратится. Блин, он у меня ж с ума сойти может. Бля. Вот этого я чё-то... Опасно, кажется, пользоваться этими заклинаниями-то. Черт побери. Короче, надо срочно бомбу делать. Без этих бомб мы, думаю, будем иметь охуенные проблемы в дальнейшем. Блин, солдата выручать надо. Так. Блять, как ты мог промазать, серьезно? Ебанись, чувак, как ты мог промазать-то? Все. И солдат дает им просто по одному удару. Еблет и все. Даже один удар в еблет. Хотя он, может, ему даже бить не стоит. Мне кажется, солдату достаточно сюда подойти. Вот так вот сделать, а этот от кровотечения сдохнет, типа. Смотрите, умирает. Сейчас умрет, сейчас умрет. Ебать, солдат, ты давай, это, прекращай. Не умирай у меня тут. Да ну. Вот мудила.
Ложись. И ты ложись. Отступить. Ага, сейчас. Отступлю я. С такого. Тут так дохуя трупов, что... Блин, ну очки действия потратил на то, чтобы обшмонать труп, ну серьезно. Отлично. Вот это был сложный файт на самом деле. Ё-моё, очки. Назад. Череп забирай. О, там чё, ящик с оружием, что ли? В натуре это оно. О, здравствуйте. Давай сюда дробовик положу. Где этот Честерман? Ни хрена там урон. Так, табельный револьвер хуеты. Коктейль Молотова. Блин, ништяк. Морфий. Тоник для нервов используем. Так, ну все. Можно съебывать. Неплохой лут. Плохо залутались. Думаю, это дело надо отметить в баре. А, я не разговариваю с тем, кого не видно лица. Давай. Образчик джентльмен. Как вы оказались в Архаме? Ах, я хотела бы это познать. Для меня самой это загадка. Я жила в отеле Лос-Анджелес. Ждала, когда пустые сердца выйдут на прокат. Империи. Что же вы сделали? Его по-прежнему может себе позволить тут жить. Так, а где это? Блин, девчонка, как ее звали-то? Не помню, короче. Спутница наша одна тоже. Второго угря рассказывай. У меня больше сигарет, чем у него. А он так-то держит единственный бар во всем городе. Налей мне так. Да, я пошел отдыхать на чердак. 40 сигарет. Посрать. Имею право.
имею возможность. Вот. Как он жестко вышел, да? Так. Участвовать в азартной игре. Позволяет зарабатывать сигареты в некоторых безопасных местах. Связанный навык плутовство. Ни хрена круто. Ну, должно прокнуть нормально. Наверное. Так. Ну-ка. Пуска Абдулы. Отдыхайте, пацаны. Поймали и избили? Да ну на. Минус 2 здоровья. Может, проклятие Абдулы в том, что, типа, походу, так оно и есть, типа, то, что в азартных играх невозможно. Периодически воруют у владельца сигарет. Чё? У меня эта рука ворует мои сигареты. Блять, я отказываюсь. Отказываюсь носить с собой это дерьмо. Ни хрена себе. Предмет, который ворует у меня деньги. Жестко. Блин, отмычка кончается. Но главное, здоровье подняли хорошенько. Как он мог попасться в игре карта? Интересно. Короче, руку Абдуллы можно поюзать, но в меру типа. Типа нечасто его надо использовать. Рука. Так, сюда. Красноречие не прокнул. Что ли? Так, где моя винтовка тупая? Продам мне нахер эту винтовку. Дикарь. Не так уж и много урона наносит. 38 калибр, кстати, у меня много его. А у меня есть как раз таки такой неплохой пистолет. Так, искупитель.
Так, а пистолет 38-го калибра. Так, револьвер Стеллен. Имеет смысл взять вот этот револьвер и продать вот этот револьвер. Да, продам, наверное, скупителя. Не такой уж он и мощный. Блин, вот Стерион намного мощнее, ну, типа мощнее. От 6 до 8, а это просто от 5 до 8. У него просто название крутое, типа Искупитель называется. Дичь полнейшая. Так. Винтовочные патроны куплю. Для солдата. Плюс... Патрон 38-го, наверное. А, нет. Патрон для дробовика. Он мне должен тупо одну сигарету теперь. Так, дай-ка подумать. Да. Я одну важную вещь забыл. Что требуется для этого самого-то? Как он называется? Для бомбы шрапнели, во. Что надо-то для него? Давайте-ка я лучше пока так сделаю. Без патронов для дробовика. Тупо для солдата пускай будут патроны. Блять, что-то я сомневаюсь. Ладно, похуй, давай. Что там я хотел? Да, все вспомнил. Бомба с шрапнелью. Порох и фосфор. Порох и фосфор. Так, есть порох? Пороха нет. Фосфор. Фосфор. Наверняка тоже нет у него. Так. Порох и фосфор. Но фосфор, я думаю, есть. И порох тому барахольщика одного тут снизу. Так. Насчет этих бомб. Где эта бомба? Моя созданная бомба. Так, сюда коктейль Молотова. Бомба. Вот. Бомба шрапнели сюда. Эти. Так. Ага, вот он. Что-то я думаю, что у него все есть. Ни хрена нет, оказывается. Думал, все есть, а оказывается, ни хрена нет. Ну хотя бы отмычки. Давай еще металл куплю у него.
Ай, да, еще вещмешок. Понадобится. Заточка мне нахер не сдалась, есть перочинный нож. Во-во-во-во. Офигеть, у меня дофига бутылок. Может подумать, что я этот любитель собирать бутылки, чтобы их потом продать за деньги. Так. А он прям все скупает, вы смотрите. Любит всякое дерьмо покупать. Я был бы рад ему даже продать всякое дерьмо, но я тоже тут еще барахольщик, так что ладно. Не будем долго базарить и просто. Так. Так, я еще раз поболтаю вот с этим чуваком. Может, еще эти бомжи меня. Нет, ничего не скажешь. Гвен. Надо найти девушку по имени Гвен. Вот хз, где она, кто она. Она дружебна, но ее оживление наиграно. Хочешь славно провести? Я согласен на все, лишь бы бабочки попорхали. Нет, все добро. Но не как Гвен, это шлюха одна. Не знаю кто, но тут есть множество шлюх. Может какая-то одна из них. Будет печально, если так. Так, засохшие ивы. Там дом с привидениями. Там от самый. Кера. Индеец. А тут потрошитель, короче. Давайте пойдем к индейцу. Если мы сразу пойдем в дом с привидениями, то стопудово мы не сможем поговорить с индейцем, например. Да нахер мне сдались эти гули, пойдут они лесом. Не надо. Не надо. Пайки кончаются. Ёпта. Я еды не купил. Блять, усталость там все такое. Это может плохо кончиться. Засохшие ивы. Так, сколько их тут? Ау! Ага. Так, еще. Ладно, еще подойду. А, я забыл убрать надпись паузы, да? Нет, не забыл. Она, вот так. Сейчас включу. Сейчас подойду.
блин. Погодите. О!
Так, все. На связи. Угу. Так, индейцы. Так, вы видите худую темноволосую девочку в национальном платье Абинаки, одного из коренных племен Новой Англии. Прости, но на твоем месте я бы туда не ходила. Она тут что, типа стоит, ждет гостей и предупреждает их? Могу я поинтересоваться, почему, юная леди? Так, давайте представимся и скажем, что я провожу здесь расследование. Возможно, для тебя это что-то значит, но не для Джатала. Он не хочет, чтобы такие, как ты, заходили сюда. Надо читать. Так, можешь сказать мне побольше об этом Джатале? Но я разыскиваю убийцу-психопата, я убийц, значит я хороший, понимаешь? Блин, ну, с одной стороны хороший этот вариант. Ну это шизоидный вариант, но хер его знает. Ну звучит нормально. Расскажи-ка мне о нем, короче. Джатал, верховный вождь племени засохших ив. Он стал для нас голосом наших предков. Он показал нам, что мы не обречены следовать вашим обычаям. Он привел нас сюда и научил жить на земле. Джатал смыл нечистоту нашего прошлого и позволил нам увидеть себя такие, какие мы есть. Все, что я знал в жизни до того, это ваши мерзкие полы. Ах да, а еще, если уж на то пошло, что нам нужно молчать, когда тебя оскорбляют бледнолицые. Теперь я знаю, как разбивать свой вигвам, как делать воду пригодной для питья и как выслеживать свою собственную добычу. Последнее слово она произносит с особым ударением, глядя прямо в глаза. Благодаря Джаталу мы сделались настоящим Абинаки. Меня раньше называли Мэри, но... Блин, может Гвен здесь где-то? Но Джатал дал мне мое настоящее имя. Теперь меня зовут Онис. Все, что есть у нашего племени, дал нам Джатал. А ведь бледнолицые у него кое-что отняли. Молча ждать, когда она продолжит. Его мать. Я тоже скучаю по своей мамочке. Я повторюсь, на твоем месте я бы туда не ходила. Ты живешь в засохших ивах? Ну, вопрос глупый, но ладно. Нам хватало духа оставить гробницу, что вы зовете Архамом, и начать здесь новую жизнь. Мы вернулись к своим традициям наших предков. Мы сбросили с себя оковы вашего мира. Мира, который вы построили на грабеже, поджоге и насилии. Теперь мы свободные Абинаки из племени засохших ив. Мы не богаты, но у нас хотя бы есть дом. Я рад слышать, что у вас теперь есть собственный дом. Спасибо, но где был ты со своей радостью, когда я драила полы в ваших домах? Не знаю. Платил тебе, наверное, или что? Но я разыскиваю убийц и психопата Еву. Так, убийца. Девочка изображает наигранный испуг. Убийца? Не может быть. Она продолжает уже серьезным лицом. Прости, но мне казалось, там у вас что ни день людей забивает, словно на живодерне. Верно. Но этот убийца не похож на остальных. Так, по-моему, твои ногти хотят освободиться из плена пальцев. Дай-ка я тебе помогу. Нет, верно, но этот убийца не похож на остальных. Почему? Потому что он убивает не только невиновных.
Приму твои слова к сведению. Всего доброго. Похуй, идем. Это Джатал, наверное, да? Так, подходит к нам. Вы видите высокого мускулистого мужчину, покрытого яркими татуировками племени Абинаки. Как только он видит вас, он ухватывает мачете и срывается с места с видом хищника, наконец настигшего жертву. Не задумываясь, он заносит свой бритвенный острый клинок для удара, и в этот момент вы со всей ясностью осознаете, что он не думает в последний момент останавливаться. Стойте! Клинок индейца, блять, рассекает вашу руку, вы чувствуете, как рука вашей одежды начинает пропитываться кровью. Еще секунды, и вам придется сойтись с этим взбешенным противником в битве. На жизнь, на смерть. Сучий ты потрох. Урод вонючий, блин, закусал меня жестко. А как с ним? Дерьмо. Я ей, ну блин. Я его угрожать начал. Да, они прям все напали. Ну, короче, стоять такое делать не стоит. Так, если в Джеттал нападает, то что делать-то? Так, надо журнал прочитать. Может быть, он не нападет, если я что-то изменю. Так, он типа бледных, ну точнее, белых не любит. Осуждаем, типа, ну, короче, понял. Сейчас. Шатаун. Так, допустим, давайте-ка я попробую сделать так, к примеру, и одеть. Где там у меня маска моя? Где моя маска? Вот она. Так, или может мне просто снять одежду, кстати? Нет, один хер. Но лучше снять, мне кажется. Я как бы с ним сражаться-то не боюсь, но я вот именно не хочу просто типа, с ним сражаться. Типа, чтоб не убивать его. Так, он один хер нападает, кстати. И когда я убежал, прибежал к нему обратно, он не нападает. Прикол. Ага, ну бой. Блин, может разъебать этих индейцев? Ух. И эта женщина тоже здесь.
Ну, Джетала просто ушатаем. А остальные, наверное, успокоятся. И гасим этого индейца и все. Этого апачи. Блин, я как Христофор Колумб. Прямо. Воля сохранена. Вот собака вонючая. Надо сделать вместилище луа вот еще вот на этого ублюдка. Или на эту женщину. Ядрики. Так много урона. Блин, топоры-то у них реально не тупые. Капец, какие острые. Так. Ебать. Пол хп нет. Да? Давай, давай. Воля подавлена, найс. Да вот почему ты вот его бьешь? Своих бей. Ебать, 18. Так. А, да ладно, 5 единиц. Сосредоточься. Так, еще вместилище у вас делаем. Воля сохранена. Блин, сильная девочка. Тихо. Бац, в спину. Так. Чик. Ай, не-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 не. Изгой. Не смей, сука, умирать у меня. Не смей, сука, умирать. О, хорош. Держите, мадам. Бам, блядь, да ну на. Блин, а офигенная пушка, кстати. Столько делов можно натворить. Перезаряжаю пистолет.
Дубинкой бей. Найс. Сосредоточься. Просто мутузим ее. Мутузим. Найс, минус. И на шаг вперед еще делает. Йоу, слышь? Бля, Эдуарда зацепит. Нахрен. Нахрен. Сдохни просто. И ты тоже умри, будь добра. Все. Вот я, блин, капзец устроил просто. Бедных индейцев просто всех загасил. Блять. Реально как Христофор Колумб просто. Вы разглядываете выручившего вас человека. Это смуглый мужчина с печальными глазами, одетый в пончо и традиционным узором абинаки поверх обычного западного костюма. На голове у него котелок. Он меня выручал? Чего? Вы перебили всех до одного. Слезы бессильной муки текут по его щекам. Вы уничтожили мой народ. Последний из абинаки продолжает глубоко и дыша, пытаясь совладать с эмоциями. Слушай, меня бледнолицый. Я не призову на тебя кару, которую ты заслуживаешь. Я не поступлю так, хотя всей душой желаю этого. Он указывает на девочку, которую кару укрывает за своей спиной. Она глядит на вас глазами полного ужаса. Если ты пощадишь ее... Ебать. Так, меня заставил большой человек в перьях. Ну, это нормально. Он ненавидит всех, кроме своих дружков, а это что? Но я не могу взвалить на такую милую девушку всю боль этого мира. Это ведь жестоко. И пристрелить обеих. Ебать. Не, ну это жестко слишком. Ну, давайте скажем первое. У тебя совсем крыша поехала. Тебя сюда даже не звали. Все ответы. Здесь ответы. Вы где? Что сделано, то сделано. Я не собираюсь причинять зла ни ей, ни тебе. Мне просто нужны ответы на вопросы. Скажи это трупу моих сородичей, лежащих в лужах крови. Я пытаюсь выследить архамского потрошителя. Джатал был одним из главных подозреваемых. Ты думала, этот Джатал был потрошителем? Почему думала? Будто у него других забот не было, кроме как убивать всякий сброд. Этот ваш потрошитель вообще не из мира живых. Он не один человек. Это я знаю. Так. Тогда наверняка существует главная тень. Король теней. И это наверняка длиннющая тень. Так, ну-ка. Откуда ты знаешь? Сначала дай слово, что не тронешь девочку, тогда я расскажу. Я воплощение Иисуса Христа, я не способен на ложь. Молодой шаман проводит руками по глазам и безжизненным голосом начинает свой рассказ. Некоторое время назад я собирал коренья в западных ивах и неожиданно почувствовал, как на меня повеяло холодом. То не был обычный ветер, он прилетел откуда-то из другого мира. Такой холод чувствуется, когда рядом люди тени, духи умерших, обуреваемыми самыми черными эмоциями, исполненные ими настолько, что превращаются в тени самих себя. В общем, я побежал в направлении, откуда вдул потусторонний ветер, потому что знал, что люди тени способны убивать, и даже хуже того. Я опасался, что на них может натолкнуться кто-нибудь из моего племени, и поэтому собрался с духом, чтобы заступить им дорогу. Лучше бы я этого не делал. Продолжай. Эта история не доставляет ему особого удовольствия. Их было около дюжины, прежде я никогда не видел, чтобы их собиралось так много. И они были чернее ночи. В них буквально кипела ненависть и гнев. Они преследовали человека, которого я по одежде принял за гангстера, но спасался бегством, словно обезумевший от страха дикий зверь.
слушать его рассказ. Кем бы он ни был, люди тени не дали ему даже вскрикнуть. Они по очереди А? Ака, барага. Сус. Олорна хавата болы, ралхана хаты. Там. Они по очереди проносили его клинками ненависти, словно каждый из них задолжал ему смертельный удар. Харламер. Эмоции, которые не истощили. Даже сейчас от воспоминаний об этом у меня кровь стынет в жилах. Они продолжали колоть его, даже когда тот был уже мертв. Но когда я уже наконец начал беспокоиться за собственную шкуру, что-то произошло. Словно бы их кто-то призвал обратно. Обратно куда? В место, существование которого я уже давно ощущал и которое почитал разумным обходить стороной. В место, которого не должно было существовать, в дом между двумя мирами. Это он про особняк 100%. 100%. Так. Я такой типа, а где этот дом? А он такой, я не говорил, что это дом. И он такой, ёбаный народ. И он такой скажет, типа, да ты и так знал, типа, хули ты пришел? Убивать нас. Ты можешь показать, где находится это место? Не вздумай забыть, что ты дал мне слово. Делай пометку на вашей карте. Но я не могу завалить их убивать. Плачь, как я мог сделать такое с этими славными людьми? Уходи сейчас. Кошмар. Emotion Pack, спасибо за фоллоу. Аригато, чувак, аригато. Так, давайте поговорим с Джаталом. Этот мудак, надеюсь, мне хоть что-то расскажет. Эй, мы можем с ним поговорить? Не работает. Ранняя смерть настигла этого индейца даже в таком, пусть и запущенном, но до странного безмятежном месте, как засохшие ивы. Теперь его душа отправится к его предкам, если, конечно, сможет найти путь из этого чистилища. Да. Ну как-то не весело получилось, слушайте, но ты поделаешь. Ну вот мудак на меня напал, что я мог сделать? Серьезно. Если бы он не нападал, если бы он, типа, не был таким агрессивным мудаком, он бы сейчас был бы здоров. Это могу я гарантировать. Блин, слушай, подожди, стой. Ядрить. Так, тихо. У меня чел умирает, оказывается. 1 хп. Так, стой. Где? Шприц. Где мой шприц? Блин. Короче, предлагаю валить отсюда. Костер для индейцев Абинаки не только единственный источник тепла в этой зловещей пустыне, но и нередко центральный элемент их ритуалов. Так. Типа, я могу полечить этого идиота? А во бинты. Сука. Наконец-то. Все, кровотечения нету. Нормально. Ладно, пошли. Пришел, увидел и убил. Окей.
Я убил брата в Джатал, с ним все в порядке, нормально все будет. А нет, просто... Нормально все, короче. Волнуйтесь. Просто убил какого-то челика непонятного. И других непонятных челиков. 1023. А, у меня же еще... Блин, у меня же еще всякие приколюхи достались от этих индейцев. Надо бы посмотреть. Вы видите, впереди кладбище. Пойдем. Естественно. Вот бы сейчас кладбище обходить стороной. Ебать, это что за мавзолей? Мне сказали, вообще-то кладбище не... Какой-то супер мавзолей. Так. Патрон для дробовика. И кольца. Соль есть. Мачете в Джатал. С особой рукоятью удобно лежит в руке, наносит тяжелые рубящие удары. Блин, ну прикольная хрень. Но сабля там была в этом... как называется? Ближний бой вообще не прокачан. Ближний бой 2. Сколько? 30 чем? 28 не хватает опыта. Наверняка дорогой, кстати. Жалко, что ножи, мечи там, короче, топоры не может носить изгой. Были бы у него вот такие вот предметы в руках. Был бы вообще опасным чуваком. Так, а если я им плутовство добавлю? Плутовство у меня не добавится. Только у него, да? Блин, жалко. Так. Давайте патрон создадим, кстати. Не забыл. Посоздавать патрончики. X8 патрон. Блин, порох кончился уже. А, я же этот... Да. Я бомбу создавал. Ну, блин, место интересное, конечно, но боюсь, там гули внутри. А я, блин, боюсь рискнуть своим изгоем. Но мне кажется, все-таки придется рискнуть. Похуй, рискуем, короче. Сейчас залетим туда. В порядке. Он ведь главное еще и труп, и он в порядке. Прикольно. Заходим. А, надо было описание мавзолея прочитать. Так, любопытно. Один из гробов выделяется своей убогостью даже на фоне всех прочих, сколоченных и бездумно брошенных тут скоплений досок и гвоздей. Тот, кому суждено было быть в нем похороненным, верно перевернулся бы в своей могиле, если бы она у него была. Блин. Внезапный порыв ледяного ветра захлопывает за вами двери. Ваше заточение в кромешной тьме делается еще невыносимее. Когда... Чё? Что? То есть это чисто рассудок проебать заходил, видимо, да? Отчаяние не добавилось вроде. Вот 263 отчаяния. Блин, а как его минус-то сделать, этого отчаяния? Я не хочу больше отчаяния. Внезапно под ноги вам выкатывается труп мужчины. Он выглядит так, словно корчится в мучениях. Стопы его обеих ног его отрублены. Да. С ним не поговоришь. Кольцо.
Заперто. Да ладно, не хватает навыка взлома. Я знаю, что сделать. Где мое плутовство? Да ладно, и сейчас не хватает. Дерма. С каждым шагом, что вы делаете по направлению к этому мрачному каменному склепу, стоящему посреди кладбищенского запустения, подобно вратам в загробный мир, в вашей душе нарастает гнетущее дурное предчувствие. Ну да. Заработал себе один кошмар. Все. Вы видите впереди башню с часами. Нифига себе события за событиями. Давайте. Зайдем. Посмотрим, что. Опа, народ. Часовая башня. Черт, опять гангстеры? Ай, эти гангстеры, как их достали. Игра кости. Плутовство. А у меня сейчас плутовство. 2, и то не хватает. 2 очка плутовства. И то не хватает. Блин, а вы кто такие-то вообще? Там побазарить можно, нет? Мы здесь закон. Мы здесь закон. Мы здесь закон. Зверское зрелище выставлено на всеобщее обозрение на башне с часами. Является посланием жителям Архама с теми, кто навлечет на себя гнев гангстеров, не поступит так же. А, там челик висит. Привет, Факанам. Да отлично. Успехи хорошо. Как Шиза. Шиза плохо. Мой чел вообще мостой от всего происходящего. Башня часами. Короче, интересное, конечно, место, но мега бесполезно. Да офигеть, сколько событий. Какой-то щелкающий звук вырывает вас из глубин сумрачных снов, в которые вам удалось ненадолго погрузиться во время отдыха. За ним следуют другие, столь же механические звуки. Вау. Механические звуки. В дом с призраком гонял уже? Нет, собираюсь, кстати, сгонять. Я просто сбегал до засохших ив к индейцу. Кончилось все плохо. Я, короче... Сделал как Христофор Колумб, короче, скажем так. Как настоящий Христофор Колумб совершил. Сохранять неподвижность, пытаться понять, что это могут быть за звуки. К индейцам не ходил еще. Да. Открыть глаза и посмотреть, что это за щелкающие звуки. Ну, типа, странно. Как бы, если вы слышите какие-то щелкающиеся звуки стрёмные, блять, я думаю, вы глаза откроете по-любому. Ну, типа, лежать и ждать, пытаться понять, что это за дерьмо, типа, такое себе решение. Но с другой стороны, да, типа, ты такой будешь слушаться и ну, типа, например, попытаешься понять, что это за срань, что это за срань. И типа, ну, не знаю. Я просто вот боюсь того, что сейчас вот, допустим, первый вариант я выберу, он откроет глаза, посмотрит, что это за дерьмо. Я от увиденного охренеет и... Да пофигу, короче. Как будто бы я тут ужасов не видел в этом пиздеце. Вы видите, что безымянный солдат сидит на земле и в нескольких шагах от вас, собирая свой верный Уизерфилд. Там 19 движение его руки доведено до автоматизма, но вас посещает смутное чувство, что что-то не так. Безымянный солдат? Сука, что ты делаешь, солдат? Мне кажется, он меня убить хочет. Причина этого чувства становится понятна, когда твердой рукой солдат переворачивает винтовку и втыкает ее ствол себе под подбородок. Все происходит очень быстро.
со смехом с тобой не соскучишься. Блин, и он собирается как рядовой куча кончить. Блин, он же не рядовой куча, он настоящий крутой солдат. Опусти оружие. Одной рукой он нащупывает спусковой крючок. Боже, прости меня, но я больше не могу, внезапно вскрикивает ужасным голосом. Во мне ничего не осталось, я ничего не чувствую, я даже не чувствую страха. Раньше я его чувствовал. Я боялся смерти, боялся неудач, боялся, что никогда не увижу тех, кого я люблю. И я был живым, понимаешь? Но если я не чувствую даже страха, значит я уже мертв. Так что, пожалуйста, не осуждай меня. Последняя фраза — это уже шепот, в котором сквозит всепоглощающее отчаяние. Ведь я пытался. Так, тихо, тихо. Так дайте подумаем, как его спасти. Так, думаешь, солдат, твоя мать отправила тебя на войну, чтобы ты убил себя и разбил ей сердце? Настоящий солдат так никогда не поступит. Только неудачник способен наложить на себя руки. Ну, блин, два варианта один хуже другого, типа. То есть он 100% понимает, наверное, что он мертвый. Но хуй знает. Может, напоминание о матери он типа такой, типа, одумается. Но с другой стороны он скажет, типа, ну и срань. Типа, и убьет себя, типа, ну. В плане того, что я когда напомнил его о прошлом, он же начал жестко охуевать. И заговорил на канийском языке, или там типа того, короче. Чуть ли не Тулхуфтаген начал говорить. А сейчас, кстати, во что это обернется, хуй его знает. А третье, ну это тупо, типа, позволить ему сдохнуть, ну хуй знает, не, короче. Я не знаю. Либо второе, либо первое. Но второе, как по мне, ну типа самое нормальное, ну хуй знает. А первое, такое, блин. Блять, может считалочкой фигануть. Типа, давайте считать до 13, наверное. Буду считать от второго варианта. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну, понеслась. Человек с бледным лицом в ярости оборачивается там. Да что ты о ней знаешь, Уильямс? Кто, мать твою, вообще разрешал тебе сюда заходить? Его речь уже похожа на вой. Оставь меня в покое. Уильямс? Думал я, Джонсон. Я только пытаюсь спасти жизнь другу. Давай я так скажу. Он опускает голову. Я пытался, Уильямс, я пытался, но у меня внутри тень. Она, это я, и она пожирает мои надежды. Тихо плачет. Так что я уже ничего не осталось, ничего. На мою долю выпал немало ужасного рассказать ему о случае на Дерби-стрит. А?
Сказал, как Кирамбара. Турку. Так, короче, поделюсь с ним историей. Солдат выслушивает вашу историю, но его лицо не выражает ровным счетом ничего. Когда он наконец заговаривает, вы даже не уверены, что он вас услышал. Моя очередь заступать на караул. Он шмыгает носом, встряхивает. И он прибавляет заченчивой улыбкой, заросшее его серое лицо, буквально считанные розы. Спасибо тебе, Вильямс. Не такой уж ты, значит, ублюдок. Разве что самая малость. Я вновь принимается смотреть в никуда. Фу. Пронесло, блядь. Давайте отдыхать. Нахуй надо. Короче. Психотерапевтический разговор с солдатом надо провести на самом деле. Да, это бред. Ну, типа у него 10 из 10 рассудка, и это ничего не даст ему. Участвовать в азартной игре. Разведать. Местность. Ну, маленькие женщины, прочитаем книжку. Маленькие женщины. Так. Медицинские исследования. Все. Отдыхайте, пацаны. План узнан. Кокаин в порошке изучил только что изгой. Капец, он, конечно, Гайзенберг. 10 сигарет выиграли, кстати. У наших друзей. Так, go. Ага. Так. Короче, как мы поступим? Так. Ой, блядь. Ёбаный ты. Пиздец. Иллюзионист наш, вот он. Охуенно, блин. Несчастный иллюзионист пополнил ряды тех, кого слепила ненависть к воскалицам. Теперь его тело выставлено на всеобщее обозрение. В качестве предостережения другим табличка у трупа гласит: «Я шарлатан Горацио. Мой последний фокус — исчезновение головы». Пиздец, да, это честное слово, пиздец. И хуй знает. Поебать, короче, я пошел. Разъебу этого, блядь, гангстера. Вообще похуй. Вообще похуй. Так. Скрытностью. Не пройдем. Не пройдем. Ай, надо было... Надо было патронов прикупить. Так, встану-ка я сюда и стрельну ему ебало. Как мощно зарядил я этому уроду. Так, буду с двух сторон вот так вот стоять, короче. Шныряется еще. Найс. Так.
Солдата, наверное, направлю на правый фланг. Немного не так сделал. Просчитался я немного. Так. Жестко. Вот у них рассудок вообще плохой. Так, сюда встанем, бей его. Так, давай проверим. Да, не проверим. Отлично. Сосредоточимся. Ага, уколоться решил. Тварь. Ну что ж, давайте. Товарищ солдат. Фая, фая, фая. Найс. По-любому еще спустится народ. Офигеть, их много. Так. Как вариант предлагаю вот такой вот язык мертвых. Вот они офигели сейчас. А давай еще? Они у меня с ума сойдут, интересно? Жизнь у них просто дофига рассудка ушло. И чё? Так. Не-не-не-не-не, надо поближе стать. Типа сюда. 5 есть. Ага. И огонь. На нахер. Нет, дробовик офигенная вещь. Так, но они типа... Они шизу словить должны были, жесткую. Или типа того. Ноль урона просто. Так, у меня проблема. У меня просто жесткие проблемы. Так. Так, ты дубинку свою достанешь. И бутусь его. Бей еще. Ух ты, как много урона, просто офигенно. Так, да, защищайся. Быстрая реакция у меня. Так, короче, ты встаешь, допустим. Да? О, добро. Офигеть, дробовик.
дела творит вообще. Блин, нету патронов к дробовику, да ты шутишь. Сука. Надо покупать патрон для дробовика. Просто оптом закупиться надо. Я вот хочу проверить, что будет с теми, у кого рассудок вообще, ну, по лютой пизде, если пойдет. Я вот, да, например, хочу сейчас использовать заклинание. Вот это вот язык мертвых на этом челике. А, блин, поближе надо встать. Ну-ка. О, вы смотрите, у этих ребят все, у них отчаяние, они пропускают все ходы. Блин, круто, ёпт, как круто. Так, хорошо. А вот тебе я, пожалуй, вот так вот сделаю. Просто все пропустили ход. Все просто. Замечательно. Минус. Все, теперь этих просто надо... О, ну, ребята. Добро пожаловать на частную вечеринку. Бля, я умираю. Потихой. У тебя в такой момент шизофрения, вот правда, серьезно. Бля. Не. Ну, как мы можем осилить файт. Легко осилить можем. Просто надо подготовиться. Закупиться патронами. Сука, ты еще вспомнил про сигареты. Так. Мы сможем осилить файт. У меня же еще бомба с шрапнелью есть. Офигеть. Вот если эти ублюдки опять так вот соберутся толпой, как сейчас это было. Блин, ну, если бы там у меня были хпшки, я тогда вообще там такой пиздец устроил бы им. У честного Билла, по-моему, была какая-то птичка или типа того. Я хз, не помню. Так, кстати, что-то у меня по инвентарю. Ага, у меня птички не было еще. Тут тупое плутовство у меня стояло. Плутовство. Рука, которая ворует у меня деньги. Я и забыл об этом. Надо было сразу его убрать. Она мне деньги не украла, к случаю. Блять, украла. У меня 1023 было. Мне 1009 теперь. И куда эта рука девает, блять, мои сигареты? Сними маску, клоун. Ёб твою мать. Чё так грубо-то?
Перламутровые женские смоки. Стильная кожаная куртка. Так, тут есть нормальная типа одежда, которая защищает от пули или типа того. Плащ частного детектива. Вот это меня моя одежда достала. Блин, мачете маленький, как-то мало стоит. Слишком маленько. Так, паёк не забыть. У меня его жизнь как мало. Так, патроны. Плащ детектива. Женщина не может одеть. Ну, это одеть. И мужик тоже, кстати, не может это одеть. Так, сведения. Коктейль молотого я куплю, наверное. Где у него тут? 3 штуки, да? Давай. По одну. Золотые карманчицы. Пускай. Коричневая фетровая шляпа. Блин. Белая фетровая шляпа. Как это звали там? Зубан, кто-то там, мафиозник. Мафиозник. Так, а нету жилет профессионального охотника? Массачусетс. Блин, я бы купил профессиональный этот плащ частного детектива. Не знаю. Прям такие, хочется сказать, реально профессиональный плащ. Рычажный дробовик Честермен. Не такой. Двустволка Каюга. Вы просто посмотрите на это. Какой же лютый дробовик. На 7 ближайших к стрелку клеток. 7, Карл. Но я планирую так-то до хера этого купить. Помповые пули. Типа, ну. Так. Короче, тогда поступим так. У него порох есть? Нет, конечно. Я вот сейчас было подумал продать просто обычные патроны. Ладно, давайте вот это вот алкоголь продадим. Как он называется? Мамонтовую пещеру. Блин, сколько у меня столько колец, оказывается, и это. Забыл о них. Часы как Корнелиуса, они по сюжету у меня, так что я пока продавать их не буду. Я вот не знаю, кому отдать эти часы. Серьезно. Пока не имею ни малейшего представления, кому отдавать. Что-то мне там его так жалко стало, этого Корнелиуса. Решил это. Так вот по-тупому не продавать его вещи. Так, Каюгу. Нормально. Потом Честера продам ему. Так, 700. Похеру. Пойдет.
Пойдет. Так, теперь. Угу. Сколько у меня? 11. Что-то я вот подумал, одежду я не покупал же. Нет, ну ладно, нормально. Пойдет. Так, теперь вот этому тоже коктейль молотого отдам, наверное. Так, коктейльчики даем. Так. Бомба с шапнелью. Фосфор и 2 пороха. Фосфор и 2 пороха. Фосфор и 2 пороха. Фосфор. Блин. У этого типа в прошлый раз ничего не было. Типа ни пороха, ни фосфора. Надеюсь, на сей раз хотя бы что-то будет. Блять. Вскочил. Что-то напугал меня немного. О, порох есть. Но фосфора нет. Фосфора нет. Нет. Думаю... Не надо продавать, наверное. Вдруг понадобится. Черт, мне кажется, даже... Да, самодельную погремушку возьму. Предмет необычный, как по мне. Коктейль молотого еще один. Возьму. Использованный, сука. Я ему продал, да. Ну, я подумал, нахер мне использованный журнал Playboy. Слипшись с этими страницами. Пиздец. И шо, больной? Зачем мне такое с собой носить? Так. Ну, вроде все. А продать-то нечего, как по мне. Ну, типа, не знаю. Да, 18 бутылки ему дам. Хотя бы так. Так. Теперь фосфор. Короче, возвращаемся на Френч-стрит. Или как он там называется? Френч-хилл. Френч-стрит. На французский холм, короче, возвращаемся. Там у челика одного по-любому должен быть фосфор. И у антиквария это другого. У антикварчика 100% нет. Блин, может он... Давай к этому долбоеву зайдем. Прокху. Мудак, который наложил на меня проклятие. Урод вонючий. Из-за него у меня теперь шизо. Шизо из-за него. Нефрит мечтаний. Взгляд бездны. Дети по Азузу. Не.
Уж полюбуйся на черепок. Вонючий говнюк. Так. А, подождите, я понял. Типа, когда мой главный герой надевает маску, тогда и типа остальные спутники тоже, типа, ну, якобы одевают маску. Просто сейчас, подожди-ка, вот сейчас хочу кое-что проверить. Допустим, я так сделаю, да? Вот, одел маску. Да, вы посмотрите на него. И Эдуард тоже одел маску грабителя. Типа, шарит, сука, шарит. Что-то мой заказчик думает, он, наверное, маску одел. Грабить кого-то собрался. Так, я тоже одену. Да. Криминальный склад ума такой. А ты? Фосфора нет. Санна Бабич. Давайте я хотя бы тогда патрон создам, что ли. Сколько у меня их теперь? Не вижу. 52. Ошибись. Ладно, погнали. Пора бить ёблого гангстером. О, ну такой пиздец грядет. У меня же мега дробовик. Дохуя патронов. Аптечки даже. Плюс, я даже не знаю. Если все нормально разыграет, то должно получиться очень даже неплохо. Ладно. Давай, поди сюда. Короче. С этими двумя сейчас все будет просто. Очень просто. Блин, медленная реакция. Как так-то? Плевок сколько требовал? 5 очков действия. Давай сюда вставай, что ли. Просто. С глаз просто сделаем. Так. Теперь интересно. Не, даже не. Не, даже не близко. Давай сюда. Ну, ну, да. Неплохо. Вот почему они любят так именно вот в него шмалять просто. Найс. Просто, блин, на колени. Ладно, давай, испытаем удачу, выстрелим. Так, теперь... Да. Надо с обеих сторон встать. Это... необходимо. Блин, ну ты шизофреник, сука.
Как же я не люблю, что у него шизофрения, это вообще. Как же это плохо сказывается в бою. Просто подойти, ударить его, может быть. Пэш. Найс, 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 найс. Теперь. Ух, рискнем и выстрелим, наверное. Я вот просто более чем уверен, что я не успею сюда встать до того момента, когда... Ну, сейчас подкрепление же вообще огромное прибудет. И будет сейчас просто тьма. Так. Так вот встанем. Сосредоточься. А, нормально. Все. Так, хорошо. О, это плохо. Они первые стреляют. Сейчас разбредутся, расползутся, суки. Да, в прошлый раз поудачнее было немного. И именно же в меня стреляют. Ну какого хрена именно в меня? Это все из-за маски, что ли? Я не пойму. О, найс. Двое горят. И горят те, кто мне, ну, необходимо горящими, хрустящими, чтобы они были. Как раз то, что нужно. Так, давай-ка ты укольчик себе сделай. Молодцом. Так, и... Делай шаг вперед. Да, не, не пойдет. Ну, коктейльчик кину. Сюда, пожалуй. Угу. Так, этого гасим. И... Стреляем в этого. Сражайся. Так, ты. Плюемся. Угу. Стреляем в спину. Так, стоп. Блин. Ладно. Этому. И этому. О, отлично убили. Так, стреляем в спину этому. И, надеюсь, ты сдохнешь прямо сейчас. Молодцом. Так. С минуты на минуту сейчас должна прибыть ихняя подмога. Пац. Один остается. Вот так вот встань просто. И... Даже не знаю, что ты можешь сделать.
Сделаем так. Сейчас по-любому должны прийти вот эти вот психопаты. Остальные. Ну, то есть гангстеры. Все. Щита. Угу, похилился. Короче, идея в чем? Я на него наложил заклятие, которое, ну, делает его мега агрессивным. Да ты чё? Подмоги не будет? Ну, ништяк. А, вот подмога. Так. А вот с этими как бы поступить? Может их шизиками сделать жесткими? Так. Нету. Блин, нету, жалко. Reload. Сосредоточение. А ты берешь дробовик и идешь ложить их спать. Вот так вот, да. Отлично. Бам! Жалко. Мало получилось. Так. Ебать. Ты дал. Ладно, без языка мертвых, наверное, обойдемся. Просто в тупую загасим. Жестко. Просто... Нет, хотя... Так. Язык мертв. Давай-ка сделаем все-таки. Рядом со мной достаточно трупаков. В следующем ходу они с ума сойдут. При следующем этом языке мертвых. А, ну как ты не вовремя, шиз. Блин. 3 гангстера перед нами еще. Ёбаный. И все в него. И все пули в меня. Ёбаный. Хотя бы нет, удар в меня. Не, это мне кажется все из-за маски прям. Что-то мне вот так вот это вот подсказывает. Так, чёрт побери. Там же 2 трупа. Да, я придумал. Может, попробуем так? Где-то. А, во. Вот на тебя. Ну, несколько гангстеров у меня шизанулись. Это хорошо. Нормально, нормально, нормально. Очень хорошо.
Так, огонь. Огонь. Сосредоточься. Чик. Чик. Блин, что так мало-то? Лечись, будь добр. Ну и с двустволочки, пожалуй, вот так вот зарядишь. А почему я этого не задел-то? Ёбаный. Ты по голове. Так. Перемещай сюда. Вот, серьезно, ты... Наконец. Пожалуйста, садитесь с ума все остальные. Офигенно. Так. Как же их дохера. Это прям напрашивается бомба с шрапнелью. И дробовик будет рад. Просто. Блин, как же круто вот это с гуми. Такую пиздецкую дичь творит. С ума сводит людей. Так, похилься, пожалуй. Рассудок себе подними немного. Потом... Шажок сюда. Ага, ну... Не знал, что так будет. Так. Товарищ, шаг сюда. Чик этого. И сосредоточься. Теперь самый главный. Вот. Ну, париор, как говорится. Так, хорошо. Я, пожалуй, встану сюда. Так. Ай. Ну, ребят, вот нахера? Вам сколько платят за это дерьмо, типа, интересно? Тиворфук, ты бы лучше посидел, почилил, поговорил бы, а не всякую хуйню писал. Так. Блять, короче, так сделаем. А что случилось? Так, допустим, я так отойду, да? Ага. Бля. Так. Чик. Чик. Вот от тебя на. И держи еще. Так, а ты прокемпери-ка вот этого чувака. Найс, хорошо. Так, следуйте дальше. Далее.
Мы берем пистолет и стреляем ему в затылок. Все. Перезаряжаем пистолет. Перемещаемся сюда. Ты продолжаешь бить этого ублюдка. Ядрить, там много трупов. Просто тьма. Короче, мы сейчас вместе дружно замесим этого чувака. Остальные просто с ума сходят. Да. Блин, прикольно, что они могут сойти с ума. Это вообще кайф. Оу. Это было глубоко. И снайперский выстрел через всю комнату. На. Все, пацаны. О, еще трое. Неплохо. А я уж было расслабился. Так. Ну-ка, перезарядим наш пистолетос. Вот в тебя будем гасить. У тебя огнестрел, потому что. Ебанись, пиздец. Надо его быстро... Блять. Так все хорошо шло. Так все хорошо шло. Сколько их там? До хера народу положил. Не, будем продолжать. Я уверен, бой возможно выиграть. Поднимемся к Воскалицкому, его тоже разобьем. Только просто дойти до него надо. И более чем уверен в этом. Так. Угу. Хорошо. Угу. Раз. Блин. Два. Да как? Блин, мой чел близорукий, что ли? Ага, укололся. О, быстрая реакция. Ну, сейчас будет бокс. Раз. Два. Серия ударов. А ему хук. Найс хук. Своей клешниткой. Опаньки. Так. Вот эти вот ребята сейчас. Вот это вот неприятно, то, что они сейчас делают. Очень неприятно. Прям очень плохо для здоровья сказывается. Пиздец. О, вот это было очень. Ой.
Сука, ненавижу эту шизофрению, серьезно. Как же, блядь, ненавижу. Так. Save load. Ну, типа, я умираю просто. И поэтому приходится это. А тут прямой такой вот save load нет. Если ты как в Fallout хочешь. Нет такого. Тут скорее как в Героях 3. Так. Давай сюда. И ебаш. Так, и сосредоточься. Потом ты берешь и плюешь. От этого плевка они немного охуели всем. Ёпта, какая потапа вообще была опасна. Толстая. Вот этого надо тут убить, кстати. Я хочу, короче, чтобы труп рядом находился с этим чуваком. Чтоб можно было на безумие ебануть народ остальное. Угу. Так, все, красавчик. Лечись. Бля, не хватает. Так, и давай-ка немного приблизимся, наверное. Давай на шаг. И сосредоточься. Как вы задолбали так? Так, ладно. Раз тебе. И два тебе. Перезарядочки. Юла. Генерал Оргазм, привет. Подскажи, не пойму, как пользоваться гримуаром. У меня тоже пати изгой. Ну, насколько я понял, гримуар используется только во время боя. То есть, смотри. Вот он, мой изгой. Правая мышка на него. Вот гримуар сверху. Вот. Оккультный. И все. Он такой, типа, начинает пользоваться этими. Сейчас в дальнейшем покажу во всей красе его эти заклинания. После этой волны прибудет еще 6 гангстеров, которых надо свести с ума. И я это сделаю. Рядом со мной 3 трупа, так что зашибись. Это произойдет. Блин, спасибо, вообще хрен поймешь. Ну, да, как бы местами тут хрен поймешь. Так. Ага. Черт, я осознал одну хуевую вещь, что у меня в инвентаре, скорее всего, лежит никуда не положенная коктейль Молотова. Может, так оно и есть. Так. Черт. Блин. Ладно, просто бьем. О, так. Давай-ка сосредоточься. Найс, хорошо. Хорошо. Теперь его просто гасим. Этого идиота. Так. Ты еще давай-ка сосредоточься. Блин, Эдуарда у меня, конечно, жесткий. Так.
Огонь. И сосредоточься. Ах ты тварь, быстрая реакция у него вообще. Ты смотри. Похилился, и 2 выстрела сделает 100%. Естественно. Не, приближаться не стоит. Вот этому, короче, просто это заклинание наложил. Воля его сломать должна. Воля подавлена, заебись. Теперь этого он стал загасить просто. А с этим, ну, посрать еще. Защита. Блин, Эдуарда, пожалуйста, вытерпи эту боль. Вытерпи боль эту. Ради меня. Да как ты мог промахнуться? Найс. Ну давайте, ублюдки, налетайте. Я не там. А, они не придут, что ли? Ну ладно. Или придут? Сосредоточение. Перезаряд. Ага. Так. Ну с этим чуваком один Эдуарда, наверное, будет шпилиться. Хер поделаешь. Так, солдату. Да. Хочу. Где мои коктейли Молотова, которые я, сука, не положил? Вот он. Я так и знал, что он тут. Так, плюс... Нету ничего больше. Нету. Сосредоточься. Давай стреляем ему в спину. Все. Вот сейчас мы должны этот файт выиграть. 100%. 100%. Блять, сколько у меня хп. Вот этого гасить надо. Так вот еще. По максимуму урона по всем остальным. Ну, типа по всем растениям. Будем наносить. Нормальная тема. Так, ты берешь гранату и ебашь огнестрельщиков. Мощно, мощно. Просто, блять, как задумано нахуй. Так, а вот этих придурков я просто расстреляю. Как собак. Но, типа, я лучше защищусь. Эдуарда вытерпит все, ему поебать. Я ему, главное, сигареты даю, ему норма. Так. Ты полечи своего другана. Пока... Ну, хотя... Вот так вот я могу. Ой, ёпта, на шаг надо. Блин, лутанул случайно, но... Офигеть, тут много лута будет. Бля, я представляю себе. Ладно, дай еще полутаем. Ой, я это зря. Ой, я это зря. Ладно, пускай там стой. Штык-нож к бою.
Я целился вроде как в нижнего. Сейчас подойду. Э, Да просто подождем. Защита. А ты доставай дубинку и работай. Какой же ты задрот. Просто еще и лечится. Это ты называешь ударом? Я бы сказал, что это удар, но это выстрел. Барма. Албатты рахсылахат. Çok ötesi olur. Fotoğraf elektri. О, найс. Так. Ой, черт, у него еще и быстрая реакция. Ну... Ладно, давайте сделаем это. А? Анна. Алар. Буми бал. Так. Язык мертвых плюс. Сколько у них там? Что у них там по... рассудку? Нормально держится еще. Молодцы, держится. Хорошо. Так, ты обернись к ним. Что ты делаешь? Ёпта, не, прекращайте, стойте. Так. Тык. Тык. Я сведу с ума сейчас просто. Вот мой план. Так, дай-ка я сейчас еще сюда встану поближе. О, так, и... Надо приблизить сержанта, мне кажется. О, Эдуардо. Давай. Офигеть, труп. Так, сосредоточиться. Да не, прекращай. Не. Так. Хорошо. Причем.
Почему все именно, блин, за что? Их эта маска так бесит или что, я не пойму. Так. На. Не, ну не все. Их полномочий тут все, я думаю. И последний такой штришок. Все, у них крыша поехала. Так. Два каких-то гангстера вышли. Только молотого держите, пацаны. Что еще? Сосредоточься. А ты, друган, ничего не можешь, кроме как бить. Бей. Блин, я хотел, чтобы ты бил, а не стрелял. Ладно, так сойдет. Че это не пригорел этот чувак? Это странно. Сейчас было. Они ж надеюсь, не до бесконечности будут идти. Иначе это мега тупо. Хорошо. Защита. Стрельба. Стрельба. Перезарядочка. О, да неужели на солдата замахнулись? Наконец-то. У кого-то кишка не тонка, как я погляжу. Так, ласт. Последний мудак остался. Походу. Так, безряд. Так, сосредоточься. Блин, офигенно. Неужели я выиграл этот бой? Просто ластецкий остался. На, урод, лежать. На, лежать, я сказал. Так. Тебя просто будем бить. Сошедшие с ума просто по одному удару ударить, и они умирают. Фига прикол. Ну так и надо, да? Они же типа бесполезно становятся, сошедшие с ума. Вот бы их еще ковырять очень долго. Ударами всякими, выстрелами. Нормально сделано. Так. Вот только в него попади, в других не стреляй. Молодец. Еще раз. Хорошо. Поэт победил? Победил? Да ладно. Сколько можно по одному? Это же тупо. Он же парень вообще пропащий. Безнадёга, ну что все. Он труп. В этом ходу, кстати, должен умереть. Да.
А вот это странно сейчас было. Кажись, они реально бесконечные. Или нет? Я вот до последнего верю, что нет. Хочу в это верить. I wanna believe. I wanna to believe. Ну это не весело. Ну это вообще, блин. Так печально. Надеюсь, не бесконечно. Типа достаточно расшмонать, ну, обшмонать один труп, и тогда шмонаются все трупы, да? Я так понимаю. Я же правильно понял идею? Жалко, боевка не как в Fallout полностью. Ну, в том плане, что типа реальное количество гангстеров там прочего вот приходили бы. А нет, типа так. Просто что-то как-то странно, тупо. Это все выглядит. Там чё, гангстер за гангстером рождается, что ли? Ну, типа реально там такая женщина, короче, сидит там, рожает этих гангстеров. Потом парочка отцов-гангстеров там этого воспитывают этого гангстера мелкого. И потом третий гангстер дает ему пушку. И он спускается в подвал. Ну или дубинку в этом случае. Блять, это ну, вот, похоже на это. А просто... Что за дерьмо? Это какой гангстер пошел уже с дубинкой? 4-й, по-моему. Отступить не можем. Видимо, как-то это совесть не позволяет, чувака. Ебать ты дурак, ну он аж блеванул. Зачем ты его ударил? Твою мать. Я думал, неистовство только на плохишей действует. Ну то есть он обращает свое неистовство на плохишей. Оказывается, на их хорошей тоже. Мои хороши, хореши. Так, ладно, ладно. У Эдуарда скоро остался закончится, наверное. Ёпта, сколько там этих гангстеров лежит? Он еще быструю реакцию прокнул себе.
Ну и дерьмо. Просто дерьмо, ребята. Ну теперь я знаю, что я могу справиться с любым дерьмом. Ну типа... Я сейчас целый полк гангстеров повалил. Мне как бы реально теперь на все насрать. Могу убить что угодно, кого угодно и как угодно. Исчезни живо. Да. Знали бы они, что я могу сделать с их клубом. Но игра тупо не позволяет. Вот это уже все. Это минус. Это минус. Минус оценка игры. Жестко. Вот жалко такой, типа, сильной вариативности нету. Видимо, разработчики каким-то образом почему-то вдруг подумали о том, что, типа, мы игроки. Типа, ищи на раху. Можем, типа, ну, точнее, не посмеем вообще напасть на этих гангстеров. Они, видимо, так подумали. Да, они, типа, не посмеют напасть на них. А посмели. Или если посмеют, типа, напасть на гангстеров, они увидят, что там такая огромная толпа выходит. И, типа, сразу в бегство подадутся. Игроки, типа. Но нет, есть такие игроки, которые... Посрать, сколько их там. В плане количества. Рихтер. А давайте попробуем выйти, зайти в аптеку. До того момента, пока Рихтер не исчезнет. Ну, то есть он типа уйдет по делам, короче. Такое случится, интересно. Просто в один момент такое случилось у меня. И у меня просто плутовство не прокачанное. От чего я не мог взломать у него шкафчик с замком. Вот этот вот. Сейчас уже сколько раз зашли? 3 раза, по-моему. Давайте до 6 раз, что ли. Не, давайте до 8. Вот сейчас 4-й раз зайдем. А не, давайте до 10, чтобы там считать, типа... В одном случае из 10, типа там... Что-нибудь типа того. Это уже мы 5-й раз, да, сделали? И 4-й. Сейчас 5-й, по-моему. Сейчас 5-й. Шестой. Собака есть. 7. Сволочь. Восьмой. Может быть, отдохнуть и потом подойти надо. Возможно. Так, 9.
Все еще на месте. Сволочь. И наконец 10-й. Все еще здесь. Значит, не зависит. Так, что у вас есть? Показывай. Лекарственную траву куплю. Есть сульфар. Или как он там называется? А, фосфор вот у него, оказывается. Давай, пофигу. Погнали. Так. Формула. Еще не создаем. Одной медицины не хватает. Так, у меня же есть медик, который может создать. Что за бред? Ага. Ну и тупость. Ладно, давай я ему продам это все. Да, нафиг не надо мне. Бля, я почем зря деньги потратил, кошмар. Пустые шприцы. Тоже не нужно, получается. Алкоголь этот весь, соляная кислота, пускай. Пробирка, пускай. Опи, ладно. Алкашка, пускай. Пускай. Тупо. Я думал то, что вот, ну как-то на всю группу распространяется познание одного человека к остальным. Так, я же фосфор купил, кстати. Точно. Порох. Как же пороха не хватает. Сними маску. Так. Тык. Пороха нет. Походу у него никогда нет пороха. Тупо, никогда. Господи. Чего? А чё он стоял все это время? Я же нажимал.
Привет, рестарт. Подскажи, как пользоваться панелью быстрой в бою. Блин. Так, нажимаешь правой мышкой на своего персонажа в бою, да? И вот Q, быстрые предметы. Вот, все. И выбираешь там что-нибудь, то, что тебе надо. Обращайся, спрашивай, да пожалуйста. Мне не трудно. Так. Блин, и это вот... И у него тоже нету... У него тоже нету. Да, тут чел ко мне тоже заходил, спрашивал. Генерал Оргазма, ты здесь? Ну вот, там спрашивал насчет гримуара. Типа не знает, как пользоваться гримуаром. Также в бою. На своего... Вот если у тебя есть в группе изгой, такой персонаж, который оккультными знаниями, типа, пользуется. Или если твой чел тоже умеет колдовать, то нажимаешь на своего чувака правой мышкой. И также можешь юзать оккультные знания, заклинания и тому прочее. Фак. Просто нет ничего. Ладно. Короче, в дом с призраками пойдем. Го. Go. Погоди-ка. Перед этим давай в пустырь заглянем. Там вот наша подруга стоит, не стоит? Она вроде там осталась. Последний раз. Подруги нет. А где подруга-то? Которая жена Рэндалл, или как ее там звали? Подруги. По пути вы начинаете замечать, что что-то не так. То ли незримое нечто всасывает в себя весь свет, то ли это вы вступили в некую завесу тьмы. Так или иначе, вскоре вы уже вынуждены, словно слепец, сплестись в навевающий ужас тьме. Зажечь фонарь. Яркий свет лампы охватывает вас ослепительным ореолом, освещая черную, как смол, завесу, и как нельзя более вовремя. Напрягая глаза, вы замечаете множество невысоких силуэтов, спешащих скрыться подальше от отбрасываемого вашим фонарем цвета. Вы идете дальше и, наконец, преодолеваете этот противоестественный полог тьмы. Приходится признать, что в мире, лишенном света, человек способен истосковаться даже по вечно затуманенным мрачным небесам Архема. Ну, ни хрена себе. Подожди-ка. Ты чё фонарь не одел, дурак? Одевай быстро. Вперед. Навстречу вам бежит охваченный ужасом рыжеволосый мужчина. Нифига? Нифига? Что происходит? Событие за событием. Рыжий, обильно потеющий мужчина, направляющийся к вам, выглядит не лучшим образом. По его одежде можно предположить, что он моряк или иммигрант. Похож на ирландца, кстати. Это же Киллан, да, или как там его? Он говорит, задыхаясь сильными ирландскими... Да, это он, это я их заставил. Делает глубокий вдох. Теперь их кровь на моих руках. Эй, кто вы? Откуда мне было знать... На вид был он обычный старикан, сказал, что самому столько золота в жизни не потратить, а вот мы с его помощью могли бы изменить всю свою жизнь. Мы с парнями. Видимо, вы Киллан. Он самый, и я вас тоже. Ханина Дарджа. Привет. Блин, только зашла реклама, добрейший ченечек. Привет, привет. Хреново, да? То, что эти самые реклама. Иногда прям вот они отбивают желание смотреть, что плохо. Ну ладно, ничего. Так, мы нашли Киллана. Так, расскажите поподробнее об этом золоте.
А, видел, как вы ходили по городу и искали меня. Только вам до меня не и дело было. Вы должны мне помочь. Футболист прям в лицо вылез. А у меня все время Уилл Смита показывают. Уилл Смит против Уилл Смита. Уилл Смит против Уилл Смита. Гимени, 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 гимени. Достало. Так, расскажите поподробнее об этом золоте. Мы добыли его в Кингспорте, в его доме. Откуда мне было знать, вы должны мне поверить, у нас не было другого выбора. С парнями. Мы прозывали себя бостонскими изгнанниками. Жизнь нас потрепала, вот и прибились друг к другу. Ни денег, ни работы, ни еды. Ни шансов вернуться к тому, что оставили. Подыхали мы помаленьку, сэр. Но мы вам не бандюганы какие-нибудь были. Мы честно старались, сэр, и везде нам давали отворот-поворот. Америка съедала нас по кусочку. Если жизнь вам дорога, вы должны вернуть это золото. Там ужасно... Вот, я книгу находил в этой игре, или даже покупал. Там есть история про ужасного старика, который... Блин. Отправился на плавание или типа того и вернулся с золотом и что-то в этом роде, короче. Но там дело было с кораблем связанное. Короче, он моряк, этот ужасный старик. Короче, это опять лавкрафтовская вот эта вот история. Ужасный старик, по-моему, называлась история. Или там страшный старик, короче, что-то типа такого. Так, если жизнь вам дорога, вы должны вернуть это золото. От этого вам следует истерический вопль. Нет уже никакого золота, мы сбагрили его еще раньше, чем сюда приехать к какому-то сальвадорскому куму в Инсмуте. Ему не золото его нужно, а мы, он хочет наши души. Его глаза принимаются испуганно бегать по сторонам. Кингспорт, если бы я знал, легенда не врала. О. Пираты долбан. Это пираты? Достигнут 6 уровень. Очень вовремя, что достигнут 6 уровень. Черт. Кингспорт, легенда не лгала. Так. И бой, да? Сразу бой, да? О, бой, да? Да, бой. Так. Чувствую, этим ребятам будет посрать на огнестрел. Чего я очень сильно боюсь. О, как много рассудка мы потеряли. Хочет не души, а в голодных всех превратить. Не, ну это уже другой чел. Ужасный старик, он тупо за свое золото мстит. Тут же дофига всяких существ, не только типа Ктулху и тому прочее. Мы сейчас станем свидетелями этого пиздеца, как они его... Так. Надо выручать. Надо выручать. Как выручать? Как? Объясните мне. Ноль. Сука. Почему я не удивлен? У тебя персонаж кто? Я написал в названии стрима. Он у меня детектив, бывший коп, гуманист, прокачана дедукция, психология, наука, красноречие. Чувак довольно-таки мощный. Подожди, может огонь? Погоди-ка. Сейчас, может, огонь их заберет. Да и на огонь им насрать. Ладно, сейчас я подойду.
Надо быстренько сбегать вниз, родителям помочь, потом поднимусь обратно. Так. Оказывается, у меня камера какая-то не такая. Ща. Так лучше. Ща, подойду. Быстренько. Пока там чай заварить или что там, что-нибудь, не знаю.
Почем зря потратил коктейль Молотова. Может, оккультная хрень сработает против них? Типа кислоты или... Ну-ка, ну-ка. Нет. Нет. Зачем я сделал кровавый круг? Он же просто сейчас урон себе нанесет. Призрак. Ядрить, а как мне с призраком-то быть? Все, убили уже. Этого оставьте. Твою мать. Настолько беспомощно чувствовался. Насколько это возможно. Так, путовство. Дедукцию прокачающую. Ага, так, что тут у нас есть? Снайпер. Есть надета драгоценность. Как-то тупо. Крепкий орешек. Невозмутимость. Плюс 2 хладнокровие. Хладнокровие. Что есть хладнокровие в этой игре? Где она? Черт. Ну, давайте снайпер возьму. Как бы реально больше ничего такого тут я не вижу. Так. Мудрость веков. Мудрость веков как бы круто, но как же у него мало жизни и так. Так, пускай так будет. Или... Не, подожди. Да, я возьму лучше ярость изгоя. И немного медицины пускай будет. Так, дальний бой, ближний бой. Военная дисциплина пускай будет. Все. То, что меня не убивает, делает меня сильнее, но... Безжизненное тело Киллана застыло после бесконечной агонии. Он стал последним из бостонских изгнанников, зарубленный выходцами из мира теней. Ну и дерьмо. Как же это печально.
Бедный Киллан. Да я ему не мог помочь, кажется. Блин. Вообще не понимаю. Загадочный утес. О-о-о. Этот гудящий звук из этого дома исходит, или это баг опять же какой-то? Я сохранюсь и выйду. Я думаю, это все из-за прерванного ритуала. Нет, нормально. Сейчас попробуем. Надеюсь, звук не пропал. Точнее, надеюсь, звук пропал. Если он не пропал, ну, значит, так и должно быть. Да, он есть. Ладно, пойдемте. То ли разыгрывающееся воображение, то ли иллюзия, создаваемая ветром, но что-то настойчиво стремится убедить вас в том, что по ту сторону этого погребенного под побегами кровавого корня витража, словно бы звучит неясно какофония злобных голосов и движутся бесформенные тени. Ну так оно и есть, да. Отбрасываемый маяком отблеск освещает бледным неестественным светом острые углы этой еще британской постройки, чей тусклый луч ныне способен привлечь лишь обитающих в этом безбрежном мраке инопланетных странников. Ну, теней не убить, ладно, но может быть и источника можно убить каким-то образом. Так, чем ближе вы приближаетесь к этому словно ниоткуда возникшему загадочному дому, тем сильнее вас охватывает чувство всепоглощающего ужаса. Злобный шепот многих голосов долетает до вашего слуха. Кажется, еще немного, и вы начнете различать слова проклятия. Постучать в двери. Дверь приоткрывается от первого же вашего стука, как если бы дом поджидал вас. Вы ощущаете за его порогом некое присутствие, окутанное, как и вся внутренность этого гнетущего жилища, непроницаемой тьмой. Из тьмы вас пронзает свет двух бледных точек. В хоре еле слышно проклятие вы различаете неторопливый старческий голос. Мою хибару не отыскать тому, кто сам не хотел ее увидеть. Я где-то уже слышал этот голос. Дедукция. Так, стоп. Почему у меня камера вверх ушла? Блин, мелкие трогали камеру. Мелкие трогали камеру. Так, ладно. Хотя вы уже где-то слышали этот голос, вам никак не удается вспомнить, кому же он принадлежит. И то верно. Люди бывают поминают меня. Точки глаз сужаются, словно бы их обладатель сощурился в улыбке или злобном оскале. Я знаю, Я знаю, что в этом доме скрывается архимский потрошитель. Или лучше сказать, потрошители. Добрый день. А вот и я, человек-дьявол. Ты очень плохо себя вел, правда? Не стоит этого говорить вообще. Для незваного гостя ты ведешь себя довольно вызывающе. Глаза собеседника угрожающе поблескивают. Полагаю, что у тебя есть чем подкрепить эти обвинения. Так. Потому что по древнему закону я вправе требовать доказательств. Так что лучше тебе знать, какие события привели тебя сюда, или пеняй на себе. Вы чувствуете, как некое полное злоба и голода существо устремляет на вас свое внимание. Я согласен, приступим. Откуда родом этот убийца? Вот я сейчас охуел. Так, стой. Точно не Архам, а Кингспорт, скорее всего. Да. Проходит секунда, и голос слышится вновь. Не такой уж и невежда, а? Тогда отвечай, чья кровь была пролита?
Так. Сальвадора, Абеля, Джулиана и Киллана. Глядишь ты, ничтожество при жизни, но после смерти не забыто. Тогда отвечай, каким орудием была пролита кровь? Пиратскими саблями. Вот именно, саблями. Скажи же, зачем он их убил? Он хотел отомстить за украденное золото. Знавал я одного алчного до золота моряка. Стоило ему его завидеть, весь прямо слюнями заходился. Если понимаешь, к чему я. Черное желание пробуждает эти блестяшки в сердцах мужчины, а? Назови же мне имя, мне подлинное имя убийцы. Блин, как-то его звали, я не знаю. Такие сведения не знаю. Временами разумно скрыть, что ты что-то знаешь, а временами признать, что ты чего-то не знаешь. В таком случае назови мне имя, под которым убийца известен. Страж ворот. Повелитель призрак. О, подожди. Блин, я не помню же. Колбаску принесли. Обитающий в тенях, может быть. Я вот что-то насчет Стражи Ворот слышал. Точнее читал. В одной из книг. По-моему, рассказы Кингспорта. Как раз таки он из Кингспорта, сука. Что тут я отходил? Короче, Киллана по-любому убили. Этого ирландского паренька. На него напали тени. Его зарезали. И все это происходило в бою. Я на них применил коктейль Молотова. Урон огнем. Огнестрел. Холодное оружие. Ничто не сработало по нулям. То есть они в любом случае убивают Киллана, мне кажется. Сейчас 18 часов 30 минут. Потом я пошел дальше. Ну, то есть, вот потом, после того, как они убили Киллана, ирландского паренька, они принялись там окружать меня. Но тут голос зазвучал, там надпись вышла красным шрифтом, типа он такой: а этого оставьте в покое, типа. И тени исчезли. Ну и далее мы просто пошли дальше. Дом призраков. Ну и 6-й уровень получил я. Прокачал дедукцию до 4 и плутовство до 2. Потом, если будет необходимо, я просто один артефакт одену, чтобы у меня плутовство до 3 поднялось. И сейчас я вот дошел до этого дома и разговариваю с тенью у порога этого дома. Там оно приоткрыло дверь, такой типа спрашивает: чего изволите? Что типа того. Ну я говорю: ты потрошитель Архама. И он такой: ну нифига себе обвинение. Ну давай тогда поясни мне, почему ты так считаешь. Если же ты типа не сможешь мне нормально объяснить, что к чему, тогда, пеняй на себя, типа. Он говорит, что я труп буду. На все вопросы ответил правильно. Он, кроме одного, он спросил меня: тогда же назови мне имя, типа, настоящего убийцы. Но я сказал то, что сведений не знаю просто. И вот он сейчас сказал: вот временами разумно скрыть то, что ты знаешь, а временами признать, что ты чего-то не знаешь. И сейчас вот еще один вопрос. Имя, под которым убийца известен. Я вот помню, точно читал в игре книгу, там типа рассказы Кингспорта или что-то типа того. Там вот что-то было, вот, ну уж точно не Повелитель призраков, но возможно Обитающий в тенях или Страж ворот.
Ну, Страж Ворот, как по мне, самый такой типа, офигенный вариант, потому что что-то такое я вот помню. Обитающий в тенях. Спасибо. Вы слышите какой-то звук, то ли смех, то ли сиплый кашель. Неправильно. Вы слышите какой-то звук, то ли смех, то ли сиплый кашель. Ну спасибо, приятель, повеселил. Ответ твой, пусть и забавен, никуда не годен. При следующей нашей встрече я не буду столь же великодушен. Дверь закрывается. Сучий потрох. Так, где эта книжка моя? Рассказы. Предание Кингспорта. Дом на туманном утесе, это он. Страж Ворот, да? Ну, ужасный старик он. И зовут его Томас Олни. Вот оно. Ну, Страж Ворот почему-то я подумал. Так, подожди-ка. Тут есть что-нибудь слово Так, про золото. Так, безымянный отшельник, покинутый. Так. Подожди, не, это не Томас. Нет, это не то. Серебряный ключ. Не то. Ужасный старик, вот он. Местный суеверие. Блин. Логан Доукинс. Я ж читал, ну ё-моё. Ну вот он, да, это он. Так. Звали его просто ужасным стариком. Логан Доукинс. Лавкач Логан Доукинс. Да, я читал это. Читал. Лавкач Логан Доукинс. Ладненько. Постучать, продолжить. Я где-то слышал этот голос, дедукция. Так. Из-за шизофрении мне вот такой вот вариант вышел. Добрый день, а вот и я человек-дьявол. Ты очень плохо себя вел, правда? Не будем этого, конечно, говорить. Так. Приступим. Кингспорт. Сальвадор Абель Джульян. Пиратские сабли. Отомстить за украденное золото. Рэндальф Картер, по-моему. Нет? Или Томас Олни? Так, лучше скажем, что не знаю. Ужасный старик. Дверь со скрипом раскрывается нараспашку. За ней не видно никого, но вы по-прежнему слышите все тот же голос. Ну входи, Юнга. Войти в дом с привидениями. Йоу, пошли. Let's go. О, вот они стоят. Картер, это сновидец. Что, надоело вам тут, да? Убирайтесь, твари. Перед собой вы видите никого иного, как того спятившего старика, разговаривавшего с собственным мешком на старом угре. Блин.
Лол. Я понял. Нифига себе. Он просто шепчет в мешок, что надо типа делать. И в мешке вот эти вот черепа. Я должен разбить сосуды с черепами, чтобы лишить его этой силы вот теней, насколько я понял. Я бы на месте сейчас вот моего отряда, я бы сказал бы там моим остальным: стреляйте по сосудам, там, па-па-па-па-пау. У меня еще дробовик там есть, и там просто разъебал бы его и вот эти вот сосуды, и все. Я так считаю. Добро, ты, гляжу, все еще с нами, и не стыдно тебе, однако, обвинять в таком злодействе старика. Он разражается до неприятного грубым смехом. А не бери в голову, Юнга, это я с тобой так шуткую. Бля, шуткует он. Я всегда любил побаловаться старой доброй поножовщиной. Такое от него, знаешь, облегчение. Живешь со света супостата, ибо одно мерзавце меньше переживать надобно. И мир этот чертов сразу становится как-то лучше. Но только это не я этих горемычных убил. Горемычных. Показывает пальцем на парящего неподалеку призрака. Это все ловкачит Логан Доукинс. Это он, ага. С его подонками. Я, видишь ли, был у них когда-то капитаном, но они с тех пор давно уже перестали меня слушаться. Только и делали черти, что долдонили целыми днями про свое золото. Жадные ублюдки все требовали долю, которую я им обещал. Обещал я, а так и не дал. Но они все же были дурачья. Есть в жизни вещи, которые каждый морской пес должен знать. Например, что за посудину ты берешь на абордаж, или что капитан вправе послать тебя на смерть. Под парусами ходить — это тебе не задницу в лавке отсиживать, это всякому моряку известно. Так что если что выходит боком, мы, настоящие моряки, не скурим, как этот вон маменькин сынок, возомнишь себе корсаром, черт его подери. Призрак продолжает смотреть на старика взглядом полной немой жгучей ненависти. Что? Старик обращается к призраку, словно тот только с ним заговорил. Да заткни ты уже свою чертову пасть, Доукинс. Бросили тебя уже все твои дружки, да и сам ты глянь, как ослабел. Похоже, у этих сварливых старых богов на тебя другие планы, а? И кто знает, может быть и на меня тоже. Может, Ноденс даже дозволит мне войти в Бирюзовый дворец. В конце концов, море я дома даже больше, чем на суше. Так вы думаете, с убийством теперь покончено? Киллан-то мертв и все такое. Другие призраки все улетели. Ноденс, я помню, вы о нем уже упоминали. Я читал про вас, вы послали свою команду на верную смерть. Кто-то должен поплатиться за эти убийства, так? А почему этот не исчез? Показать на последнего призрака. Ужасный старик бросает взгляд на бледную тень бывшего некогда ловкачом Логана Доукинса. И сплевывает ему под ноги. Густая слизь проходит прямо сквозь него того и шлепается на дощатый пол. Все просто. Этот ненавидит меня даже сильнее, чем он любил свое золото. Все надеется мне отомстить. Но глянь на этого никчемного подонка. Мне теперь Медуза и то страшнее враг, чем этот Доукинс. Зря он не отчалил своими дружками. И что он с ним сделал? Я читал про вас, вы послали свою команду на верную смерть. Ноденс. Это бог, да, какой-то. Тоже древний там. Этот старикан сам на Ноденса похож. Интересно. Может быть, это он? В таком случае ты знаешь, что он властелин бездны. Все моря в мире принадлежали ему, пока старые боги не сломали мир. А они, впервые за все это время, вы замечаете в взгляде старика страх. Они извращают, корежат и пожирают, пока зверькам вроде нас больше негде. Не то что жить, просто быть. Спящий пробудился. Он произносит на чуждом языке его имя — Ктулху. И он шагает промеж этих странных миров. Так, ёпта. Сектанты, кажется, тоже поклоняются этому Ктулху. Это он правит Аркхемом. Но туповато, не. Вы прежде расспрашивали меня о черном госте. Он из слуг Ктулху?
Но это уже интересный вопрос. Если мир был разрушен, что тогда вы тут делаете? Так, подожди. Так, о черном госте. Что, правда спрашивал? Память у меня уже не та, что раньше, Юнга. Этот парень, о котором ты говоришь, он должно быть мерзкий тип, да? Тогда, возможно, да. Боги любят наслать на нас таких посланников, если, конечно, он из их числа. У него имя бога британского, а так Ноденс — это охотник. Он на древних охотится. Ух ты, нифига круто. Так. Сектанты, кажется, тоже поклоняются этому Ктулху. Ну, давай попробуем, ага. Я чую, что он здесь. Как я чую порох за сотни ярдов. И вот что я тебе скажу. Он куда опаснее пороха. Порох убьет тебя и с концами, но эти великие древние, то, что они делают с твоим разумом, они насилуют и пытают твои надежды. Но, к слову, о надеждах, мне пора. Стоп, если мир был разрушен, то что вы тут делаете? Да уж, загадка так ее в печень, да. Любопытная, но страшная загадка, и я рад, что у меня нет на нее ответа. Может, раньше она у меня была, но кто знает. Еще вопрос. Хорошо, что он дает мне, дает возможность, как бы... Я рад, что он отвечает на эти вопросы. Так. Как вы думаете, с убийством теперь покончен? Так, Киллан-то мертв и все такое. Знаешь, Юнга, мне никогда не нравился этот гнилой город, так что ничто меня тут не держит. От всей моей чертовой команды никого не осталось, кроме Доукинса, а он теперь и в зубах-то себе поковырять не может. Не то что заколоть кого-то. Из рассказа «Загадочный дом» на Туманном утесе нехило они тут продумали, конечно, все. Да, прикольно все. Так что я думаю, конец кровопролитию. Однако ж, старик ухмыляется. Кровью в этом проклятом месте еще много кому есть пролить, так что я тебе не завидую. Другие призраки все улетели. И давно уже пора было, еще в самый день водоворота. Но я этих мерзавцев знаю. Их ненависть к ворам была слишком глубока. Так, стоп, что? Так глубока, что они не нашли. Изгой хочет поговорить, я понял. Так глубока, что они не ушли, даже когда никакого золота уже и не было. Все твердили мне, чтобы я отыскал этих ворюк. Внезапно он меняется в голосе. Так, меняется в голосе. Заколоть их, перерезать им глотки, пустить им кровь, подвесить их на рее. А теперь все тихо. Наконец-то тихо. Вы видите, что в глазах старика зажигается томление? Как море в безветренную ночь. Я читал про вас, вы послали свою команду на верную смерть. Ну да. Старик улыбается вам беззубым ртом. А ты, мальчик, стало быть, веришь всему, что тебе рассказывают? Так, вот что я тебе скажу про эту нянюшкину сказку. Надо было этим мерзавцам таки оставаться мертвыми. Вы принесли их в жертву ради собственной наживы. Да, первое. Старик некоторое время глядит на вас, не говоря ни слова. В какой-то момент даже призрак оборачивается к вам, наконец заговаривает. И что? Писть. Плохой капитан плохой. Ты же для этих людей как отец. Или я преувеличиваю? Мое любимое место всей истории. Отличный капитан. Блин, шиза. Ну давай, первые. Температура... Блин, что? Так, температура воздуха в доме быстро падает. Я не собираюсь слушать, как всякие сопляки учат меня хорошим манерам. В этом гнетущем месте уже физически больно находиться. Не для этого я выбивался в капитана, чтобы отвечать какому-то юнге. Так что не затягивай, я скоро отчаливаю. Так, стоп. Так, вы знаете, как выбраться из Аркхема? Или шестое, типа платишься там. Да посрать на этих воров, по самом деле. Ну, они, конечно,
Некоторые из них были типа ну такими там чисто отчаянными пацанами, которые хотели как-то это просто жить лучше. Ну а другие-то были гангстерами. Ну хер его знает. Давай спросим насчет Аркхема. Я не хочу показаться тебе плохим капитаном, Юнга, но хоть с тобой и было весело на корабле, на котором я отправляюсь. И сколько только для одного. Старик последний раз смиряет вас горящим взором. Я пожелал бы счастливого пути, но я уже знаю, что здесь такому не бывает. И не говоря уже больше ни слова, разворачивается к двери. Сука, он ушел. Удели мне минутку внимания, говорит изгой. Изгой глядит на бутылку со свинцом, стоящую на столе ужасного старика. Призвать в этот мир столь неугасаемое проклятие мести из-за горстки блестящих безделушек, из-за конфликта, который и без того уже обрек их на адские муки, мне трудно это понять. Да, люди склонны сами осуждать себя на погибель. Но... боюсь, я вынужден с этим согласиться. Нормально. Так. Бутылочка со свинцом. Ну и чё? Типа это теперь артефакт мой. Старая бутылка из подрома, внутри которой находится свинцовый груз и некая черная субстанция. Рассудок прояснился 15 облегчения. Кайф. Но шизофрения не вылечилась. Черная субстанция на донышке этой закупоренной бутылки воплощает в себе волю ловкача Логана Доукинса, по-прежнему движимой неугасаемой жаждой отмщения. Интересно, конечно, интересно. Так, создать предмет. Фак. Так, что в ящике? Вот. Да ну, да ну, да ну. О, какой урон, какой урон. Черт. Окаменение. Изгои будут что почитать на ночь. Так. Резонирующая раковина. Так, давай-ка ты убери лампы. Резонирующая раковина. Так, ну-ка. И что эта раковина делает? Необычная и ярко окрашенная раковина некого глубоководного беспозвоночного. Подобрать эту раковину вас заставила не столько гипнотическая игра цвета на ее гранях, сколько низкий или еле слышный гул, звучащий из нее подобно забытому песнопению. Тайна. Антикварщику надо его занести, да? Ладненько. Интересно, утолила бы клокочущую ненависть и жажду мести, питаемую этими призраками к своему капитану, если бы они все-таки обрели свое проклятое золото. Теперь вы это никогда не узнаете. Несмотря на обильно спускаемые этой жаровни клубы дыма, она почему-то все равно не в силах развеять необъяснимо промозглую атмосферу этого помещения. В этой безобразной фигуре, по-видимому, никогда украшавший нос пиратского фрегата, слилась воедино черты морского черта и сирена. Изящный современный витраж скрывает от вас неведомо необъятной блеклость стеной, надвигающуюся со всех сторон на то, что никогда назывался округом Арка. Сама мысль о том, что этот устрашающий обитель глубин был способен целиком проглотить человека или просто-напросто прорвать его в клочья своими зазубренными зубами, поневоле заставляет содрогнуться. Тут столько всего. Что за книги? Тома, которыми изобилуют эти полки, непровержимо свидетельствуют о том, что старый морской волк питает страсть к малоизвестным трактатам по мифологии, истории, мореплавания и древним политеистическим культам.
Эти покрыты плесенью полки плотно заставлены десятками старинных карт, хранящих записи о приливах, ветрах, предполагаемом подводном рельефе и далеких экзотических морях. В сумрачном мире, где-то на неясном горизонте, более не осталось ничего, что можно было бы отыскать или наблюдать, по крайней мере, глазами из плоти и крови. Этот латунный телескоп обречен собирать пыль в затянутом паутиной дальнем углу шкафа. Быть может, омерзительное морское существо, увековеченное в этом пыльном элементе декора, действительно является дальним родственником или даже предшественником угря? Может быть, может быть. Ну и пушка. Хотя и уступая калибрам батареям, которым были некогда вооружены огромные военные корабли прежних веков, такая пушка все равно способна разнести в щепки для поражения, которое она была изначально задумана. Однако способна ли она причинить вред тем ужасам, которые восстают из-за пределов мира смертных? Неизвестно. Блин, ну ужасный старик просто ушел. Его не наказать, что ли? Я хотел наказать. Ага, О, я вижу его, я вижу. Стой. Ну догони его. Стой, son of a bitch. Стой. Ушел, сволочь. Интересно. Сверкающий сквозь коварный туман, выпученные глаза этих экзотических туземных реликвий, кажется, следят за каждым шагом, который вы делаете в этом полном опасности пути. Ну все. Загадка эта разгадана загадочным домом, так сказать. С потрошителем. Так, убийство выполнено. Так, судьба помеченного Корнелиуса. Отдать, вот кому отдать эти часы, я пока не имею ни малейшего понятия. Так, все, потихо, прям этих вот становится мало квестов. Понемногу разбираюсь с ними. Так, нет, это не то. Вот. Стихотворение черного гостя. Ты найдешь душу морского падальщика в бутылке со свинцом. Ты услышишь бестелесного звездного странника. Этим я уже... Ты украдешь каплю ползучего хаоса из-под руин обители мудрости. Еще... так. Раз ветка квестов. 2 ветка квестов. 3 ветка. 4 ветка. Еще 4 осталось, походу. Ну, не знаю, может быть, они быстро выполняются, но... Еще делов до херищ. Путь вам преграждают густые заросли колючего черного кустарника. Вы подошли так близко, что уже не можете обогнуть это препятствие. Не тратьте драгоценного времени и припасов, но пересечь раскинувшееся перед вами черное, как смоль, море шипов, тоже будет делом нешуточным. Полить заросли керосином и спалить их. Идти на... Да просто давай искать другой путь. Я не впадал. Ай, да ты... Ну, отдыхаем теперь, что? Отдыхаем, пацаны. Так. Картишки поиграем. И разведать местность. А ты оккультные исследования. Ну и, конечно, посмотри все. Почитай книжку. А ты качайся и стой на страже. Здоровье и рассудок уже достигли максимального значения. Сеанс терапии восстановил 4. Ага. Великолепно. Выигран сигарет 44. Проведен осмотр территории разведки местности. Так. Манускрипт. Ага. Все. Ну, найс. Вперед.
Вы видите стали гули, обнюхивающих труп женщины, облаченной в цвета американского флага. Да ну, это Бетти Росс? Да. Блин, придется сразиться. Но Бетти Росс там лежит. Где? А где женщина? Так, тихо. Так, тихо. Скрытности. Ну, естественно. Так, ладно. Этого мы никак не могли избежать. Ну, скрытность не прокачана, так что я всегда буду сражаться. Ага, вот она. Эта ракушка все время будет так гудеть. Блин, эта ракушка гудит, да? Насколько я понимаю. Только от нее надо бы избавиться, от этой ракушки. Черт побери. Как она гудит. О, нет.
Weiter Bergtheaters. Мене? Ты на стрим на да? Благодарами это. Он бывает мене. Бывает и талер, бывает и поташ.
Ага. Бывает. Или барболта. Nece? Qanday öyle kelibdi? Öyle bar bolur. Bar emet. Öyle bar bolur bar emet gibi. Bakalım koltuk bir için. Год бы тупой. Посмата, посмата. Acıtar. Винтовка свобода. Да, это Бетси Росс. Когда-то Бетси Росс была последней надеждой жителей Акрахама на избавление от своих новых безжалостных хозяев. Теперь все, что от нее осталось, это иссохшее мертвое тело, лежащее на стылой земле. Ну-ка, винтовка свобода. Черт, эта винтовка охуенна. Это модифицированная модель винтовки Enfield R14 с изображением на прикладе американским флагом. Ранее принадлежала Бетси Росс во время Великой войны. Такие штамповали на оружейных фабриках Честермена. Черт. Я теперь, вот, блин, просто не знаю, как быть. Я не знаю, как быть просто. Свобода — лучшее оружие для снайпера. Просто... Ну, блин. Да. Так. Давайте-ка для начала полечимся. Ничего, погоди-ка, мы не сможем полечиться. Вот дерьмо. Только тогда. Не-не-не-не-не-не-не. Использовать. Бедная Бетси Росс, Бетси Росс. Прикиньте, Бетси Росс нашел. Ее винтовку свободу. Жалко, у меня спутников нету. А? Ну. Так. По дороге...
А в дороге до вас начинают доноситься приглушенные отзвуки большой толпы. Постепенно звук нарастает до пугающей громкости. Вы слышите тревожные, панические и даже отчаянные крики. Но куда бы ни направили вы ваш взор, вокруг не видно никого. Затем все умолкает. Куда они могли деться? Z. Привет. Hello. Внезапно вы вздрагиваете. Необъяснимым образом вы оказываетесь в толпе. Вы снова в Архаме, но это прежний Архам. Вы поднимаете голову и видите земное небо, затянутое свинцовыми тучами. Люди в панике бегут, спасаются, давя друг друга. Одна из них, женщина, ничего не замечая, несется прямо на вас. Вы невольно закрываетесь, но она просто проходит сквозь вас. Волна ужаса вздымается в вашей груди. Что это за место? Кто здесь призраки? Они или вы? Попытаться разобраться, что здесь происходит, дедукция. Пытаясь успокоиться, вы смотрите на окружающее вас здание. Кажется, что они разрушаются, собираются обратно и вновь разрушаются и снова, и снова. Затем адский и словно при конце света шум врезается в реальность, раздирая ее на части, вторгаясь в ваш разум и душу, чтобы не сойти с ума, вы вновь слышите, тем самым вспоминаете звук, никогда изглашенный из вашей памяти. Это черный день. Он снова наступил, и вы вновь осознаете, что никакая человеческая черта... Плюс отчаяние, кайф. Что никакая человеческая черта, никакая ваша заслуга не способна спасти вас от этого ада. Небеса над вашей головой тают, словно воск. Весь мир окрашивается в омерзительные цвета. Люди рвут друг друга на части. Это конец как в физическом, так и в духовном смысле. Финальное извержение человечества. И вновь пустынная, всеми заброшенная дикая местность Архама. Вы понимаете, что лежите на земле, вжавшись в комок. Ваши ногти глубоко вонзились вам в ладони. От долгой судороги вы не в силах сжать челюсти, и вдобавок вы обмочились. Охуенно. Всегда хотел так. Обалдеть. Да. Из-за того, что случилось, придется прочитать «Маленьких женщин». Так, отдых не помешает. Он необходим. Просто. Так. Выиграли 31 сигарету. Четко. Рассудок немного подняли. Все неплохо. Не так уж и плохо на сегодняшний день. Так. Неизменно, 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 неизменно. Все по-прежнему. Я почему-то думал, что что-то изменится в этом городе. Не знаю. Почему я так подумал? Так, порох. Берем. Коктейль Молотова берем. Так. Олиндан. Так, теперь я думаю Каюгу продать из-за того, что у меня появилась винтовка свободы. Черт. Но будет немного как-то неудобно от того, что
Хотя нет, 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 это будет ошибкой. Жесткая ошибка, если я продам каюгу. Дробовик должен быть в инвентаре. Просто должен быть. Это как... Не знаю, это как... Это как грабли для садовника, это как лейка также для садовника, не знаю, вот. Вот мне дробовик просто капец как необходим. Без него я не смогу уничтожать всяких тварей. Типа в супер эффективном ключе. Не смогу просто. Так, ну... Блин, кстати, револьвер системы Дипре. Вот его, думаю... Хотя... Блин, а где та женщина в натуре, которая типа жена какого-то там писателя? Был такой хер. Точнее, такая... Короче, такая женщина была. Где она? Она говорила то, что меня будут в Старом Угре ждать, но ее там не было. То есть ее нигде нету. Так, давайте-ка еще по журналам пройдемся. Статуэтка, помеченный. Так, часы отдать надо. У нас только часы остались. Можешь отдать часы? Долбаные. Так. Нового оружия у него нету. Сука, этот гул. В какой-то момент я перестаю его это замечать, но потом один хер начинаю замечать. Так, кстати, надо бы раздать коктейль Молотова пацанам. Ему 2, ему 1. Так. Нормально. К Рихтеру зайдем. Ну и по дороге в Старый Уголь тоже заглянем. Заглянем. А, подожди-ка. Почему у меня там на интерфейсе все горит? Праотец Амогич Дух, мы знаем, что книга близко, ее присутствие несомненно. Молим тебя, праотец, прими в кровь. Укажи нам путь к книге, бля, которую не следует читать. О, направь нас к книге. Книга мертвых. Укажи нам путь. Некрономик. Это крак? Или другой? А, другие. Культисты что-то начинают охреневать. А мой рассудок по пизде не пошел, да? А то, что я увидел. Где искать книгу? Даже на фоне уже привычным для вас жителей Архема публичных казней убийство этого человека поражает своим извращенным садизмом. Говорить нельзя на языке мертвыми. Ну, такая, блин, хрень. Тупо ложная реклама какая-то. Так, мне субстанций таких нет. No. Окаменение. Противник, к которому прикасается. Так, а вот это вот я вместо кровавого ритуала поставлю.
Правый ритуал мне как-то не особо. Вкатил. А. Не, надо отдохнуть здесь, кажется. Надо. Жизни маловато очень. А вдруг стычка какая-нибудь, чича? Нас же просто уничтожит. Слишком мало жизни. Туалетная бумага. Листы, которые Марина продает в качестве туалетной бумаги, никогда были научным трудом фольклориста Стэнли Фредкина. Блин, это ужасно. Так. Нелегальные виски можно делать. Сигарет 10 выиграли. Рассудок максимально. Все отлично. Так, нормально. Пойдет. Так, а для чего я хотел? Так, ладно, я вспомнил. Сейчас. Так, вот эту вот фигню. Так, поставим. Так, к Рихтеру сейчас заглянем. Надеюсь, его не будет на месте, я смогу открыть его шкафчик закрытый. Твою мать, почему ты здесь? Так, покажи, что у тебя есть. Остановитель. Так. Порох. Так вот. 4 штуки, скажем. Блин, у меня деньги жестко стремительно качаются. Быстро очень качается. Так, бомба с шрапнелем. Ну, давай-ка. Блин, у тебя есть
Металл. Нет, конечно. Металла не хватает. Металла не. Ох. Так, крок. Ага. Так. Что тебе известно о Некрономике? Некрономике. И не. Аптечка. Еще вот это. Опять этот гетвирус. Что тут медом намазано, что ли? Так. Вот так мата.
Так. Короче. Насколько я понял, тут, короче, круг нас обговаривал экономика, так сказать. Ну и все-таки решил сказать нам, где он находится и как к нему пробраться. Надеюсь, он снимет с меня проклятие это долбаное. Так. Давай, где находится квартал паломников? Северо-запад отсюда, где раньше была Хай-стрит, показывает точку на вашей карте. Передавай привет моим братьям-сектантам. Но прежде, на случай, если подумаешь рассказать им о нас Барзалом, вспомни о вербе дереликта и об ужасной смерти, которая грозит тебе от заклятия. Желаю приятного дня. Сволочь. Образец ткани гуля. Блин, отлично, он мне так много сигарет дает за такое. Так, и чтобы ему... окаменение, точно, я же уже выучил. Блин, нефрит мечтаний, что ли, купить тогда у него? 270 сигарет даст. Ну и давай-ка я ему Гар 5 штук толкну. Неплохо. Блин, ну мудак мудаком, но с ним работать можно. С ним торговаться можно. Так. Книга мертвых, экономика, найти Каянную улицу. Окей. Теперь это вишневое вино. Точнее, клубничное. До сих пор здесь. От чего это зависит? Типа его наличие. Что там изменилось тогда, интересно? Так, а это кто? Угу. Ой-ой-ой, да. Ладно. А может быть, можно будет с ней поговорить все-таки? Давай попробуем. Нет. Так. Да. Покажу ракушку и прочую хрень этому антиквариату. Вот этому антиквариату. Профессиональный совет. Нечего шифровать. Ладно. Сколько ключей должно быть? Патроны купим. Нормально.
Так. Может навестить немую девочку, кстати. Она там есть, нет? Или вот этих вот пацанов. Да, она там стоит. Так. Изобразить пантомиму в ответ. Ничего нового. Это тоже молчит. Мудак. Я помог ему, а он даже общаться не хочет с собакой. Так. Ну-ка. Молчит. Уйди, уйди. Вид беспризорников, играющий посреди унылых городских пейзажей Архама, заставляет задуматься о том, сколь мало невинности и чистоты осталось в прогнившем до корня человечестве. Один из детей подходит к вам, на его хмуром лице читается не столько нерешительность, сколько детское любопытство. Чего вам от нас нужно? У нас нет ничего ценного. По его напускной смелости видно за время, прошедшее с черного дня, эти дети уже отвыкли от того, что кто-либо из взрослых может отнестись к ним с вниманием или даже заботой. Циничный взгляд на жизнь стал для них залогом выживания. Я тоже знавал нужду, мальчик. Я не собираюсь отнимать то немногое, что у вас осталось. Я вам не верю. У взрослых столько одно на уме. Он с несомнением... он с сомнением окидывает вас взглядом с ног до головы. А, вот. И ему часы отдать. Мне есть кое-что, и похоже, оно нужнее, чем мне. И похоже, вам оно нужнее, чем мне. Округлившиеся от изумления глаза паренька сверкают даже ярче, чем позолоченная крышка часов. Это нам? За правду? Этого вам надолго хватит. Так, конечно, бери, но смотрите, не выкурите все, что из-за них выручите. Держи, подарок от отважного и чистого сердцем человека по имени Корнелиус. Со стремительностью волка, бросающегося на добычу, дети бесцеремонно выхватывают семейную реликвию Корнелиуса из ваших рук и убегают прочь. Конец света научил этих несчастных голодных сирот, что жизнь на улице не терпит сентиментов. В мгновение ока они раскрываются в тумане, окутывающем дома на дальней стороне улиц. Но до вас еще какое-то время долетают их возбужденные радостные голоса. Да. Такие дела. Такие дела. А немая осталась. Так. Давай-ка я зайду к нашему другу, ученому. И вероятнее всего там ничего не изменится. А, курица сидит, смотри-ка. Да, ничего. Так, патроны. Так, дай-ка... Блин, я забыл. Металл надо купить же. Так, давай-ка ты мне металл продашь, пожалуйста. Нет у него металла, конечно же. Сколько мне патронов 38-го калибра осталось? Надо бы этот вопрос решить. Пока не поздно. $46. Ну, блин, хватит. Нормально. 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 Пойдемте искать некрономика. Так. Книга мертвых.
Да все, в принципе, все побочные квесты выполнили. О, собаки. А хрен какого? Почему? И ёшкин кот, сражение. У собак такого понятия, как рассудок, нет, наверное, да? Ну, у них есть страх, кстати. Но они, я думаю, бояться не станут. Погляньте на эту собаку. Так. Блин, эта сраная ракушка, которую я подобрал, как же она гудит, пиздец. Ёптеть. О, ты что, я заболел? Он заболел? Не-не-не-не. О, мы не заболели, слава богу. Шизофрения, ну конечно. Of course, of course. Ну, давай так. Блин, у людей же может сложиться впечатление, что у меня микрофон гудит. Сука. Бля, бедняга Эдуарда. И удар судьбы принимает на себя. Вот, блин, я теперь похож реально на какого-то писателя Пушкина или что-то того. С этим пистолетом особенно. Минус пес. Вонючий. И всегда встаем. Ай, нет, подожди, пожалуйста, не стреляй, не стреляй, не стреляй. В меня, спасибо. Ой, Эдуарда. А чем он заболел, интересно? Гниение плоти, -1 к силе. Ну, да. Ну, тогда стрелять тогда. Остается только. Только стрелять. И как ты мог промазать? Ну-ка, попробуем наш пистолет мощный. Как ты мог промазать? Нифига он кританул. 11. Пес. Ты шо? Прощай. Ну это жестко. Тратите целый ход на перезарядку. Это, блин, охренеть. Я не знаю, я пока не оценил мощность этого пистолета, но... Пока он не впечатляет нихуя. Капец, просто жалкая пародия на пистолет. Хотя там было написано, что урон-то вообще лютый. Во, еще один диалог. Как думаешь, кто он, черный гость? У тебя есть предположение? Кем бы он ни был, не желает нам добра. И все же, вот они мы, спешим по его следам, играем в его игру. Он с минуту размышляет. Та статуэтка с загадочным стихотворением. Что ты нашел? Она изображает Ктулху, одного из великих древних, пожирателя миров, хладнокровное божество, которому поклоняются люди-фанатики, объединившиеся после Черного дня в секту. Я подозреваю, что черный гость и есть служитель Ктулху, быть может его верховный жрец или даже одно из его звездных порождений, принявшее человеческий облик. И все же главный вопрос, чего он хочет от нас?
Возможно, мы и правда для него чем-то важны. Я не верю, что в этой трагической вселенной моя жизнь была чем-либо важна. Ну чё ты такой пессимист, серьезно? Давай поговорим с солдатом. Так, как ты очутился в Архаме? Внезапно его речь будто снова оживает. Архам? Архам мой родной город. Я там родился и вырос. Я бы хотел снова увидеть его, когда война закончится. Но это же и есть Архам. Солдат не отвечает, он молча стоит, словно что-то караулит. Быть может, вас? Так, что стало с твоим отрядом? Его голос звучит будто бы из-под земли. Задания. Данные разведки оказались неверными, сэр. Неточными. Мы понесли большие потери. Погибло много славных парней. Я все еще слышал их голоса, сэр. Эти проклятые блюдки из штаба, они нас не ценят, солдат. Для них мы лишь пушечное мясо. Так. Мне очень жаль. Жду приказа. Ты что, не помнишь о копной жизни? Ну это... Старик мой был так горд, но вот мать. То, как она меня смотрела, как дрожал ее голос и улыбка хрупкой фарфоровой чаши. Бля... Начинает казаться, что его звук голоса так раздирает вам сердце. Я отвернулся от этой улыбки, я думал, что еще вернусь. Страх заработал. Да, ну не знаю, надеюсь, он придет в себя. Так, квартал паломников. Квартал паломников. Часовая башня. Винокурня. Засушила. Ну, квартал паломников появился. Ну, погнали. Так, что произошло? Нападение, блин, сука. Мне кажется, надо компас надеть срочно, чтобы отряд двигался быстрее по карте глобальной. Я понял, ладно. Так, давайте-ка, знаете, как сделаем? Винтовка свободы мне поможет в этом. Так, вы стрелять походу не умеете, да, ребята? Минус. Так. Эта винтовка просто мечта. Просто золото. Так. Сосредоточься просто. Так, вот по нему 95. 18. Ну, неплохо. Только... Так, сосредоточимся. Я по нему. Блин, у Эдуарда проблема просто дичайшая. Он из-за собак просто... У него гниение кожи идет. Блин, он умирает, походу. У него жизни очень мало. Так. Медленная реакция. Хорошо.
Надеюсь, он сейчас кинется нападать на своих. Ну, должен, да. Нет, бежит к нам, смотри. Ублюдок тупой. Ай, да ты чё? Ну ты прекращай. Хорош. Так. Оя. Оя. Да ты никак... Почему ты не умер? Так, надеюсь, вот ты вот сейчас умрешь. На 44. Так, ладно. Срочно бежим в угол. Просто вниз. Так. Твое дело тыкать штык ножом. И ты его сделал идеально. Так. И сосредоточься просто. Так, Эдуарда. Эдуарда. Мать твою. О, нет. Ну, блин, мы горим. Как мы, солдат, мы горим. Так, неплохо. Хороший урон. Да. Затыкаешь. Так, остался вот этот оккультист говна. Так. Хорошо. Только не промахнись. Отлично. Просто снайперский выстрел. А теперь ты бей его. Так. Как вариант, думаю, надо одеть оккультную одежду. Блин, ну этот проклятый кремниевый пистолет. Ну типа крутой, да? Но... Сука. Как же он медленно стреляет, так что срочно меняю. Вперед. Надеюсь, благодаря одежде нас ничто не выдаст. Маску одеть надо было. Пиздец. Шо тут творит? Так. Маска. Где моя маска? Ко мне кто-то подошел, нет? Все, я вспомнил. Этот дом, тогда еще не обугленный и не разрушенный стихией, был последним местом, где я видел Рэндольфа Картера. Теперь же безжизненный остров этого строения лишь очередная обитель этого гигантского некрополя.
Похоже на статую, объемное изображение Йети, воплощающее в себе страх, который человек с незапамятных времен испытывал перед силами природы из-за путанной истории происхождения собственного вида. Вполне логично смотрится на фоне прочих экспонатов. Это что, музей пиздеца? На самом деле, данный довольно небрежно составленный скелет морского динозавра – самый ценный экспонат на этой безумной выставке. Издалека это грубо высеченный, но редкостный артефакт древней цивилизации можно было бы принять за окаменевшие останки доисторической морской звезды. Это раковина моллюска, чей необъемный размер должен был бы поразить уже бывалого морского волка вроде ужасного старика, никогда защищала своего обитателя от опасности, постерегавших его в неизведанных глубинах. Так, вижу ящик. Оу, сигарета. Ага, это веревь. Это фотоверстак. Бомба с шрапнелем. Ну, дайте перочинный нож. Пофиг. Бомба с шрапнелем, она как бы нужна очень. Чтобы еще потратить, но ничего не буду тратить. Я думаю, я найду. Вы приближаетесь к сектантам, склоняющимся около развалины музея диковинок. Стой, презренные вещи, которые мы храним и оберегаем, предназначены только для наших братьев по вере. А что это за место? Не твое дело, глупец, ступай прочь и очисти свое сердце болью. Меня тошнит от твоей податливости. Когда его нахуй послать надо было? Прошлое прах. Эй. Гвоздодера, обрывки облачения. Припасы, кстати. Зашибись. Исчезни живо. О, дерьмо. Они идут к нам, походу. Услышьте меня, грешники. Последние крохи вашей надежды на спасение души лежат в усмирении плоти через боль, и наносимую незнакомцам. Не упустите своего шанса. Страдайте и через это переродитесь. Бля, ну серьезно, я же в облачении сектанта, мать вашу. Суки вы, суки. Ну как это вообще произошло? У меня одежда сектанта. Я типа вообще должен быть. Не знаю. Ай, ладно, так. Блин, я про Эдуарда забываю, он же умирает у меня. Так. Нет. Ладно. Стрелять, значит, будем, да? Винтовка свобода. 5-5. Так, 2 выстрела с винтовки свободы. У всех дубинки, огнестрела нет. Ну, давай загасим ближайших. Этого. Так, -1, хорошо. Поближе. И вот в этого стреляем. У них плохое настроение, смотрите. Безрассудство. Память о пытках, через которые шейхи заставляют проходить сектантов новициев, побуждает этого несчастного свирепо бросаться на противника до тех пор, пока рассудок окончательно не оставит его. У них рассудок вообще слабый. Ну типа, блин, подожди. Ну, получается, можно особо не тратиться, значит, да? Да, у него, смотрите, просто рассудок тратится
само по себе. Так я попробую что-нибудь такое. Четыре. Ой, даже не знаю, сколько у них рассудка. Что-то начинает казаться, что у них дохера его. На самом деле. Это же обычные челики, типа. Ну, блин. Ну, ладно. А чё поделаешь-то? А чё поделаешь? Остается только убивать. Эх, опять убивать. На. О, вот тут уже, да, неплохо ударил. Так, давай плеваться. Мгм. Так, огонь. 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 Они, кстати, сошли с ума, все. Чё это за щенок там? Так. Где-то маска? Так, наскоро сшитая из обрезков невыделенной кожи маска. Недорогое и вульгарно выглядящее, однако эффективно в плане устрашения элемента одежды. В этом на вид сектант прикрывает свои ничего не выражающие изуродованные лица. Кожа ткань надевается на голову маска. Это пиздец, товарищ. Ну ёпта, капец эта игра багованная, ёпты. Надо загрузиться. Да, кстати, ребят, если кто не подписан еще, подпишитесь, не забывайте фоловиться, там на сердечко нажимать, чтобы не пропустить следующий стрим. Блин, сегодня планировал побегать, но, видимо, не получается. Мeh. Так. А это что? Что тебя ждет, написано? What awaits? Старанием сектантов это никогда изящное здание сердца культурной жизни города было превращено в священное место для поклонений. Место поклонения для их паломников. Любопытно, давайте зайдем. Так. Кстати, винтовка свободы, конечно, офигенная вещь, но думаю, тут время для каюги. Устроить полнейший пипец. Так. Каменение.
Так, ну давай окаменением. Человек в капюшоне, стоящий у входа, похоже является своего рода глашатаем секты. Фанатично расхваливающим то смущающий рассудок зрелище, что поджидает за закрытыми дверями. Обращаясь с бесцельно склоняющимся по аллеям квартала сектантам. «Сюда, братья, поверить, я чувствую, что среди вас есть достойный того откровения, что ждет вас внутри театра костей, единственное подлинное чудо столетия лжи. Подходите ближе, братья, я вижу, что некоторые из вас готовы принести плод отречения. За этими дверьми вы можете отдать свои сердца, очистить ваши души. За этими дверьми вы узрите свое все совершенство нашего сладостного рока. Войдите и не дайте неземному свету кинематографу очистить вас от последних ошметков былой личности. Они там крутят какое-то ебанутое кино, насколько я понимаю, да? Я бы хотел сообщить о дезертире, его зовут Крок, и умереть на месте, да? Мне кажется, это в натуре так оно и будет. О да, и они все там, по-прежнему наслаждаются кинокартиной о всем ее величии. Что это за место? Сектант оглядывает вас с ног до головы, не скрываем отвращением. Тебе здесь не рады, презренный. Ты попираешь своими ногами место священное для всех очищенных. Он делает непонятный жест рукой, по всей видимости выражающий презрение к таким, как вы, и поворачивается к зданию, некогда бывшему главной достопримечательностью города. Это театр костей, в него устремляют свои стопы все паломники. А что и мы готовы проклинать и убивать и гореть в огне, нежели чем позволить неочищенному вроде тебе войти в него. А что за этими дверьми? Хотя тень капюшон скрывает лицо мужчины, в блеске его глаз вам удается прочитать чувство отвращения. Ты смеешь спрашивать об истине, сокрытой в театре костей, неверный? Ты думаешь, что неочищенный вроде тебя достоин узреть это чудо? Даже сама мысль об этом святотатство, охраняющее ворота Фидиана, теперь не сводит с вас своих мертвых глаз. Я вырву у вас сердца, но есть их не стану, они наверняка уже прогнили. Напасть. Вот так вот. Убиваем сектантов. Охуеть, ситуация классная, конечно. А какого хуя? Целую землю неверно. Почему так? Да хорош. Оу, е. Как тебе такое дерьмо? На. Как так получилось, что он не умер? Вот это, ну точнее, я не знаю, почему я один раз выстрелил всего лишь. Какого хрена?
Да блин, я горю. Ну почему? Нет. Ну ёбаный ты рот. Еще сектанты, мать ты. Как они могли увернуться от огня? Это что за бред вообще? Промах, ёбаные. Да, блядь, шизофрения, класс. Надо снять эту маску говна, блин. Она только делает хуже. В лицо стреляя. Найс. Блин, он еще горит, гниет. Клеймо позора, серьезно? Сопротивление найс. Пожалуйста, мне всего лишь нужно очищение плоти. А он теперь типа сильный. Сука, не разбредаются. Уродованище. Ладно, хотя бы -1. Что ты, мразь, творишь со мной? -2 очка. Действие, тварь, тварь. Тупо смерть. Погиб смертью смертных. Ох, ситуация говно. Так. Ну, два этих гасить. Найс, отлично, критическое попадание. Он ложится. Я шагну сюда. И он делает себе больно. Так. Ты тогда шагай тоже сюда.
черт, пожалуйста, только направь свой гнев. Найс. А то иногда тупит и начинает лупить в наш. Стройтесь камень, сышка. Так, нужно, чтобы Эдуард отбежал отсюда. Сюда. Я кинул. Блин, гранату шапнули. Блин, почему я хожу первым? Так, ну избавиться от этих двух так заманчиво. Так что... Чё бы нет-то? Блядь, это ж... Что это было? И использовано, блядь. И куда? Ебать. И куда? Ну серьезно, и куда? Непонятно. Царапина. Твою. С дробовика и царапина. Какого-то, блин, расстояния. Что ты со мной делаешь? Что ты делаешь со мной? Так. Давай, ломай его. Ломай, ломай. Блин, Эдуард, будь добр, съебись оттуда. Так, хорошо. Раз. И чик. Как же это напрашивается бомба? Это, блин, бомба с шрапнелью, пожалуйста. Но они все сейчас разбредутся, как мрази, просто полнейшие, блядь. Подожгли еще Эдуарда. Ёбаный рот. Твари. Так, стоит бежать отсюда. Ну, 10 хотя бы какому-то ублюдку нанес. Что-то я это... Ой, ну, блядь. Не, ну это пиздец. Это нереал. Такое невозможно вытянуть. Вытянуть такое невозможно. Так что я лучше похилю моего этого идиота. Эдуарда, блин. Который умудрился получить заразу от собаки. И... Так, и нападем на них? Я думаю... Да, и повторим. Похеру. Так. Так. Полечился. Хотя бы раз полечу. Так.
Или мне вообще не стоит с ними сражаться? Ну, типа, в чем смысл? Ну, типа, ну, хз. Ну, я, типа, получу ключ, да? Ладно, хер с ним. Ключ получу. Зайду туда. Ну, ладно, я не знаю. Стоит это, наверное, сделать. Ой, так, напасть на них, ну это жесть, конечно, я не знаю. Просто там такая тупая ситуация, настолько тупая, что, ну типа, просто максимально делает бой сложным при возможности врага. То есть они могут бить только вблизи и тому прочему. Ну, они просто нас кольцом окружают. Это максимально плохо. Так, давайте попробуем проклятие, ну, типа, на деле, как оно действует. Вы произносите это имя, Крок, и в ту же секунду инфернальный голос, призванный им в тот мир демонов, который до этого мог слышать лишь он один, звучит в ваших ушах, ты нарушил клятву. Черный черви Барзалтарк Ану выели вам глаза, но хоть вы и лишились зрения, судьба, постигшая вашу душу, еще ужаснее. Нифига. Попробовал, называется. Умер страшной смертью просто. Да. Блин, его странное проклятие, надо бы от него как-то избавиться, тогда мой чел, может быть, как-то стал бы, не знаю, поспокойнее. Шизофрения бы пропала. Надеюсь. А, подожди. Тупое деяние сектанта. Ну вообще не помогает, блин. Вообще не помогает. Хуйня полная. Блин, вот вообще странно, да? Вот почему так? Вроде должно мне максимально помогать, а ни хрена. А ни хрена, вот и все. Просто... Короче, нападай на тебя. Вот как-то вот в этом моменте игра, ну, хуёво продуман. Как-то вот этот вот навык дедукции, наблюдательности и тому прочему не приносит свои плоды, когда найденный тобой предмет, вот типа вот одеяние диктанта, ну, не приносит никаких плодов, ну это ну дичь какая-то просто. Какая-то пустышка, и все. Это, блин, ну, это же как-то хер его знает, обидно просто. Ауч, мать твою. Племени. Ха, да ладно. Они все на меня нападать теперь будут. Ну, блять, удачи. Что я могу сказать вам? Похуй, кидаю гранату. -1. Супер. Бегу сюда. О, не-не-не-не, только не в наших стреляй. Чувак. Патронов нету, что ли? Чего? Блин, солдат забаговал. Как же, какая же багованная игра, господи.
Прям Ктулху, блин, дрочит меня сам лично в этой игре своими багами. Ну реально, самый багованный персонаж это вот Безумный Солдат. У него столько багов я встретил вообще до хера. То после диалога с ним он начинает там типа становиться неактивным и вообще ничего не говорить, никакого описания этому всему нет. Типа он просто становится какой-то неактивным и все. Шизофрения, ну кайф. Блять, балдеж начался просто. Сходу, блин. Нет, так не пойдет, ребят. Я не согласен. Так. Не забудьте как бы писать в чате ваши мысли о происходящем. Может быть, вы хотите что-то мне подсказать, там прочее. Или может хотите что-то спросить об этой игре, спрашивайте. Отвечу на любые вопросы. Не в тягость. Фух. Думаю, надо бежать в одну сторону. Просто в натуре это... Блин, это логично. Просто все бежим в эту сторону и все. Все будем толпиться в одной точке. Патроны от винтовки кончились? Серьезно, блядь? Охуеть. Вот этот гул говна. Боже, если чё, это в игре самой. Я подобрал один этот артефакт. Или что это вообще? Ну, проклятый предмет. От него постоянно гул исходит. Я хз, я не знаю, что с этим делать. Вообще не знаю. Капец, он затроил сейчас. Так. Более сохранена. Ёбаный рот. Эй, Эдуардо, ты умираешь.
Я могу сделать и каменелом только одного похода. Хреново. Капец. Что-то сложнее и сложнее. Слишком сложно становится. Блин, надеюсь, солдат будет первый. Солдат? Нет. Да, бля. О! Потихо надежда появляется. Почему мне дробовика? Блин, я затупил сейчас. О, нормально. На нахуй. Я могу стрелять, нифига себе. Охуенно. Ты можешь куда-то побежать? Нет, не можешь. Заебись. Вот собака. Смотри, что делает, убегает еще. Бля, пиздец, Викаш. Бля. Мне пиздец. Мне пиздец. Я труп, 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 я труп. Капец, я затупил, блин, вот сейчас вот, блядь, надо было похилиться. Сука. О, нормально. Почему звуки выстрелов пропали? Блять, мне кажется, это баг. И тупишь, и тут странный баг. Звуком.
Йола. Да, я поменял ник. На Нолана. Нолан. Решил поменять. Да, нормально. Небольшой такой ребрендинг. Короче, сука. Беги. Беги, что есть мочи. Не оборачивайся. Кажется, я зря начал этот бой вообще. Источающая уши, дышащая ядовитый смрад, обугленная гора трупов, плод могущего поспорить с рвением инквизиторов пуритан белых веков, фанатизма сектантов равно угрожает здоровью и вашего разума, и ваших легких. Нахрен. Говорят, что Адам узрел чудо. Какой чести он удостоился, но где? На крыше отеля, где живут безбожники. Безбожники, они недостойны. На крыше отеля. Я рад бы отсюда съебаться, так что я так и сделаю, пожалуй. Пойду в отель просто. И оденусь нормально. И богу. Пиздец. Я не хочу так сидеть. Ох. Какая же душная локация, блин. Еще и это. Вы останавливаетесь, потому что чуждые небеса над вами внезапно темнеют. Хоть вы уже не на земле, вам знакомо это ощущение тягостного напряжения в воздухе. Так выглядит затишье перед бурей. Начать искать, где укрыться на случай, если дурное предчувствие вас не обманут. Вы начинаете искать взглядом, где вы укрыться, и надвигающейся бури только успеваете втиснуться под какие-то уровни, когда естественные молнии принимаются разить все вокруг, вспыхивая ядовито-зеленым огнем. Ебать! Пока вы в страхе пережидаете бурю в своем нелепом убежище, рядом раздается глушительный треск. Соседняя кирпичная стена обрушается на землю. К сожалению, падает часть кирпичей, задевает вас. Когда сверхъестественная буря наконец-то проходит, вы вылезаете, чувствуя, как наливаются на вашем теле свежие синяки. Ошибись, минус 10 хп. Я балдеж. Вообще балдею. Так. Давайте изгоем. Порадуем, что ли. Так. Приготовленный опий. Эй, кстати. Иди-ка сюда. Дай мне железо, металл.
Найс. Так. Блочный сигнал. Блин, ну как же охота его, сука, выкинуть к хуям, но он, не знаю, как будет. Мне понадобится. Блять, этот гул ебаный. Как дубину продаю. Потому что такую не так продам, наверное. Плюс, что ты мне можешь предложить? Ага. Противогаз мне нужен. Там что-то они говорили по поводу того, что там типа запах дерьма кругом. Нехороший, короче, такое есть в воздухе. Короче, идем. Идем в отель. Сейчас я тут посейвлюсь. Попробую выйти из игры и зайти обратно. Может, это реально баг? Это что меня бесит, блядь. Тупая ракушка. Зачем добавлять в игру такой предмет, который, блин, просто, ну, отбивает желание играть? Или типа того. Это же тупость полнейшая. Вот это вот порядочно. Да, Антон, порядочно. Порядочно. Так, сейчас подойду. Сделаю сок. Your former life was in a bliss of ignorance, until you've awakened to the darkness waiting on the doorstep of our fragile dimension. Something terrible left its eons-old slumber, and the reality, as we knew it, collapsed. The city of Arkham was pulled to somewhere not of this world, and its residents are in the shadows of true terror. As a survivor of this catastrophe, you should investigate the strange occurrences in the city and survive the rising darkness, physically and mentally, if possible.
Наведать родных. Надо. Ага. Al bu pomidordan azıcık var okunada.
М? Это ГНБ. Просто... Аян. ПТН дорого. Угу. Bir хотя бы помидор уже вверх потом. Ого. Проход на крыше освободился. Хм. Прикол. Кстати, гул пропал. Ебать, эта срань там идет какая-то огромная. Это ктулху, что ли? Да, это ктулху. Минус 20. Да ну нахуй. Этот чел не выдержал 20, это чересчур для гангстера. Это я знаю. Пиздец. Кто знает, какие злородные существа жадно наблюдают сейчас за нами. С небес, скрываясь от наших взоров за пределами непроницаемой полога, укрывающего этот умирающий город. Бля, я ктулху повидал. И в живых остался. Так. Несколько напряженных часов спустя вы наконец выбрались на свободу по очень таланту Гудини. Иди. Иди. О, бас.
Посмотри. Давай, Басмат. Geldi gidi de. Спасибо, опасней. Plyonka o nasıl tane bir ürüne bir uzorda kılık yıl. Ha? Aha. Вообще ровно круто. За здание подбежал. Ба. Так, дикарь мне нафиг не сдался. Есть свобода. Так. Так.
Горбата було мере. Надо бы чего это прям. Паса. Так. Нормально. Так. Сударь Сталкер. Повесть Александра Сергеевича Пушкина. Ля Сталкер. Сталкер просто. Сталкер. Think. А где? Ага, 4, аж 4 бомбы. Так, сколько у меня? Так, стоп. Мне припасов нет, что ли? Ёпта. Блин, припасов нету, что ли? Серьезно? Пайков 5. Нормально. Оу. Вот. Тайма, ребят. Ну вот. Пускай ты гриб.
Так. Вот он. Лоуданием. Опий. Да, ну ты, блин, ну серьезно. Ёпта. Ёпта. Да ты чё так стал-то?
И ты выжил, блядь. О, бум. Серьезно? Ой, бля. Как можно увернуться от взрыва, блин? Сука, я ебал. Или как можно промахнуться взрывом? Это так тупо. Я в него целился? Мне кажется, в него. Ну все. Теперь порядок. Ого. Ядрить, плати. Черт, чувство мне сюда надо по-любому, но... Какой только ценой?
Так. Как это исправить? Ну ёб. Fuck. Театр костей. Туда пойти? Нет, не пойти. Ладно, похуй. Просто в эту ключ сюда пойдем. Как-нибудь потом там с этим разберемся, с театром костей. Ёпта. Охренеть. Противогаз тут еще. Ну и зря я покупал противогаз, получается. Ну так-то если подумать, этим двоим реально насрать на газ какой-то. Один вообще не человек, а второй вообще мертвый. Так, идиот, зачем ты... Так. Зачем ты не остался в Провиденсе? Зачем ты притащил семью в это проклятое место? Отель Эссекс, жемчужина Архам. Чтоб им всем пусто было. Приятная лодочная прогулка в Мискатонику. Чёрта с два, теперь только безумец полезет в эту ледяную воду, где кишат чудовища из фантастических романов. Хотя нет, это еще не чудовище, настоящее чудовище. Мафиози, что захватили отель, вышвырнули меня и мою семью на улицу. Не говоря уже о том, что мне едва удалось вырвать жену из их грязных лап. И вот мы живем, вернее, кое-как выживаем, в какой-то жалкой трущобе на Дельби-стрит. И от всех моих сбережений только теперь не больше, чем от кучи ветоши. Я перерыл все мусорные баки, я обошел все закоулки, заглянул под каждый камень, но не могу найти ни еды, ни сигарет. Все уже почищено до меня. Маленький Майкл день ото дня угасает. Я должен что-то предпринять, я должен сделать что-то для своей семьи. Сегодня я наблюдал за проклятым местом, которое прозвали Окаянной улицей. Уж не знаю, что за ужас там поселился, но похоже, что мародера там пока еще нет. Побывали. Быть может, если я смогу состряпать себе какую-нибудь защиту, то сумею достать там что-то, что можно будет обменять на еду и керосин. Чертов Хайнс, теперь когда от него была бы польза, это болтливого мерзавца нигде не найти. Когда мы жили в отеле, он целую неделю похвалялся своим проклятым патентом. Жаль, что я все пропустил мимо ушей. С его изобретением у меня было больше шансов в этом, чем в этом тряпье. Боже, огради меня от этой удушающей пыли, дай мне шанс сделать что-нибудь для своей семьи. Ядрить там срань какая-то жесткая.
Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Блин, противогаз этого... Блин, противогаза мало. Нужна еще какая-то реальная химзащита. Ах, ты черт, это кто? Вы видите подтянутую фигуру перепрыгнутого дворецкого баронессы, грациозно, но решительно направляющейся в вашу сторону. Нижайше прошу вас простить мне за столь несвоевременное вторжение, но я несу вам послание от светлости. От ее светлости. Он с поклоном протягивает элегантную бархатную подушечку с покоящимся на ней конвертом. Благодарю вас. Так, what the fuck is this? Элегантное приглашение вручил вам болезненно обходительный дворецкий спящий баронессы. Послание чарует исходящим от бумаги дурмающим ароматом и невероятно мягкой поверхности самого конверта. Ищите меня в стране снов. На печати виднеется в оттиск в форме буквы Б. Опять спать? Ладно. Давайте сделаем это дерьмо. Снова погрузившись в пустоту сновидения, вы мысленно открываете глаза и видите рядом с собой под меняющимися небесами этого странного мира ослепительную фигуру спящей баронессы, прекрасной путешественницы по стране снов. Ее голос проникает в вас в форме беззвучной мелодии, пробуждающей отзвуки вашей души. За завесой странных снов снова мы нашли друг друга. Я умею помнить тех, кто мне оказал услугу. То, что сделано добром, в тяжкий час к тебе вернется. Руку помощи прими в мире, что забыл про солнце. Зная, жаждешь ты порвать цепи алчущих пророчеств и пытаешься найти книгу смерти, книгу ночи. Зная, путь тебе лежит мимо проклятого камня, только ты не торопись, или сгинешь в том тумане. Окей. Эти ваши стишки, они меня нервируют. Вы, как всегда, гармоничны. Из безвремения и снов ткутся нити заклинаний, что помогут тебе там, в час смертельный, окаянный. Невредимо ты пройдешь сквозь безумие и пепел, на спасение в конце уповать, увы, нелепо. Вы знаете, как можно преодолеть окаянную улицу? Ух ты, нифига себе. Мелодия спящей баронессы внезапно умолкает, и прямо в глубине вашего сознания начинает возникать странная идея, образы и мысли. Вам сложно все это сразу же осмыслить. Танец идей вашим бессознательным окончен, и вы чувствуете, что в ваш разум вложили нечто. В моей голове появляется новая идея. Эврика. Близок полк забытия. Как в последний раз, послушай. Тебе нужно отыскать слезы памяти жемчужной. Вы постепенно поднимаетесь из глубин своего подсознания, и песня постепенно превращается в поток непонятных звуков. Последнее, что вам удается разобрать, Архамский кинотеатр. Мне туда идти по-любому, походу, придется. Пробуждение вы сразу начинаете подробности записывать свои встречи с баронессой, хотя вы до сих пор ничего не понимаете. Вполне возможно, что в вашем распоряжении оказался манускрипт с заклинанием. Сумерки.
Ну, придется так. А, это отделение полиции. Арkham Police Station. Вот. Наконец-то. Блин, ну... Отлично. И как ты пришел в наши ряды, брат? Как и большинство из нас, я был одним из презренных. Сотни таких, как мы, блуждали бесцельно, словно голодные псы. Я угасал, брат, стремительно угасал, мучительно цепляясь за воспоминания о своем бессмысленном прошлом. И я, брат, и я. И тогда до меня начали доходить слухи, что первосвященник объявил о основании священного марша, и что множество надежд следует за ним и его шейхами. Мне стало любопытно, мне все равно нечего было терять, брат. Все остальное ты знаешь и сам, и он показал мне, как ничтожен я был под тень древних, всегда был. Что моя прошлая жизнь была не настоящая, разробленная всегда такой была. Он всучивает вам какую-то книжечку с придыханием, которых вы не понимаете. Ктулхуфтарн и все стоящие рядом фидаины детским голосом повторят ему. Ваша декламация его явно глупец. Ты что, не знаешь песни спящего прародителя? За такой бестолковость тебе нужно было придать наказание для нишаях. Позорище. Так.
Чё-то. Так, я вижу твое рвение, брат, и это хорошо, но все же я не могу не задаться вопросом. Действительно, ты всецело предал свою кровь и душу делу нашей веры. Обнажи грудь и покажи мне твое клеймо очищения, глядя вам прямо в глаза, брат. От какой части своего прошлого отказался ты? Сука, мне клеймо нужно, что ли? Ха-ха. Блин, круг. Ладно, пойдем. Что за чел? Точно так же, как залитый лунным светом Архам не имеет никакой надежды вновь испытать теплое касание солнечных лучей. Ни один изгнанник этого гигантского приюта для умалишенных не имеет надежды жить спокойно и опасаться визита ее жутких пациентов. Вы видите перед собой заросшего мужчину с опухшими мешками под глазами, от которого почему-то несет керосином. Простите, у вас случайно не найдется спичек? Это еще зачем? Я был чумой, насланный в наказание ангелу зловонным дерьмом, призванным морать лик человечества. Посему я никчемный червь должен смыть с себя лица земли. Посему? Что такого ужасного вы натворили? Огонь добросердечия нельзя подпитывать слишком часто, ибо ему должно гореть равномерно. Раздув его, вы в скорости получите одни лишь угли. Знаете ли вы, как звучит ад того, кто вступает в его черные врата, встречает крики его стязаемых любимых, и вы ни черта не сможете им помочь. Они просят вас помощи, умоляют утешить их простым прикосновением, но вы бессильны. Самоосуждение. Потому это ты вверх и в ад, ты тупой самовлюбленный кусок дерьма. Постарайтесь успокоиться и рассказать, в чем ваша проблема. С тех пор, как смерть отняла ее у меня, остатки моего пошатнувшегося рассудка в капле вытекают, словно вода из подтекающего крана. С каждым его болезненным вздохом я терпел все новое и новое поражение в войне за свою тщедушную человечность, давал один фронт за другим. Я вижу, что вы застыли в состоянии скорби, поработивший вас, подающий излечение болью. Кажется, холод и беспристрастность, поставленного вам диагноз, довели его до крайне полнейшего срыва. Прошу вас, всего одну спичку, пожалуйста. Нельзя выносить приговор своей жизни на основании одного лишь его прошлого, когда перед вами по-прежнему открыто все ее будущее. Равнодушно я прошу вас всего лишь спички, черт подери, если у вас с собой или нет, вы держите взамен настоящий гавайский. Это абсолютно исключено, я не могу обречь вас на такую смерть. Он молча смотрит на вас глазами человека, чьи дни сочтены.
Так, любопытно, кстати, сейчас уже уровень скоро будет. Так, одежда сектанта. Надо его снять. Куда я хотел пойти? А, да, круг. Круг. Не смей его трогать. Он был избран, чтобы познать иной мир. Женщина, иди сюда, дитя мое. Мама? Только через мой труп. Как скажешь. Ну ты что, ну ты тупая что ли, ну серьезно. Блин, и мы ей помочь не можем, да? Забирай мальчишку, мы уходим. Ебать. Быстрее, надо помочь. Узнать, что да как. Рядовым жителям Архана, возможно, следует относиться к творимым сектантам без причины насилия, как к своего рода суровому благодеянию. Ибо кто с уверенностью возьмется утверждать, чья доля завиднее того, кто вступил в их ряды или кто стал своей жертвой. Да. Аралхан түйді да. Ладно, короче, потом продолжим. Так. Не терп... Чего? Господи, чего вас так много? И все созданы в январе, кстати. Такие вот челики. Ну ладно. Короче, продолжим, не знаю, потом, завтра, может быть. Пока на этом все. Почему не пропадает вебка, я не понимаю. Ну и дичь.